Я не учился в школе, но знаю, что PlayStation — это приставка. Салют, работяги. Соскучились? Прошлая часть набрала удивительно большой, по моим скромным меркам, отклик и кучу обратной связи от вас. Огромное спасибо всем тем, кто репостил, писал комментарии, поправлял мои ошибки и в целом поддерживал мою работу просмотром или лайком. Это второе видео, посвященное айсбергу PS Vita. И если вы не смотрели первое, есть вероятность, что вы ничего не поймете. Я и сам, в общем-то, уже ничего не понимаю. У нас тут в конце концов серьезная программистская пиратская наука, где без пол-литра не разобраться. А одна лишь первая половина этой монографии в 2 раза длиннее моего диплома. Я не шучу. В общем, бегите смотреть первую часть, а то это может показаться вам слишком сложной и непонятной. Для объяснения этой половины я связался с автором оригинального айсберга на Reddit и расспросил его обо всех сложных и непонятных пунктах. А еще он посмотрел мое прошлое видео и пояснил, почему некоторые пункты в айсберге находятся слишком низко, несмотря на то, что должны быть очевидно выше. Все оказалось прозаично. Просто на момент составления айсберга по некоторым пунктам информации было недостаточно, поэтому они казались более таинственными и неизвестными, чем другие. Он также поблагодарил меня за прошлый видик и обеспечил огромный буст для производства этого ролика, ответив на все мои вопросы в личке и сообщив тонну полезной информации как по самой PlayStation Vita, так и по темам смежным. И перед тем, как мы начнем, повторно предупреждаю, я никогда не занимался программированием и разработкой, а поскольку вся информация взята из открытых источников, и я, по сути, занимаюсь ее поиском, комбинированием и объяснением доступным гуманитарным языком, в моем рассказе могут присутствовать неточности или ошибки. Будет круто, если знающие люди поправят меня в комментариях и укажут на них. Ну и в целом я буду рад всем вашим комментариям и любой поддержке в продвижении ролика. И последнее. Если мои объяснения покажутся слишком душными, не торопитесь выключать видео. В этом айсберге достаточно много интересных и не слишком сложных тем, особенно на последнем слое. Но также здесь присутствуют и сложные технические пункты, выкидывать которые было бы несправедливо по отношению как к самому автору айсберга, так и к той части зрителей, кому это вовсе не кажется духотой. Так что просто потерпите. В конце концов, я правда очень старался объяснять все максимально доступно. Спасибо за понимание. Что ж, без лишних слов, приятного аппетита и сладких снов. Пора продолжать наше погружение. Слой 11. Точка невозврата. Официальные аксессуары. И, думаю, логичнее всего будет начать разбор этой части айсберга с какой-нибудь простенькой и лайтовой темы, например, официальных аксессуаров для консоли. Напряглись? Думаете, я сейчас буду показывать цветные картинки аксессуаров для таинственного порта на первой Вите? Расслабьтесь, все в разы скучнее. Хотя, один из этих аксессуаров — портативный аккумулятор на 5000 мАч. Начало десятых было темным временем, когда пауэрбанки не были настолько распространены, как сейчас, поэтому идея выпустить переносное зарядное устройство для Виты даже не кажется настолько плохой. Наоборот, это довольно интересный и компактный айтем, которым можно зарядить Виту целых 2 раза. Внешне выполнен в том же стиле, что и официальный адаптер питания для консоли. Оборудован одним USB-A выходом и, конечно же, всратым и проприетарным гнездом для зарядки. И чего я еще ожидал? Если вам после всего этого захотелось его приобрести в коллекцию на полку или чтобы пользоваться по прямому назначению, у вас даже есть такая возможность. Он не настолько редкий и ценный, скорее просто малоизвестный, и его вполне можно найти в продаже на зарубежных вторичках и даже на... Так, стоп. Ага. В общем, я не знаю, зачем я его купил. У меня даже кабеля для его зарядки нет. И я не то чтобы коллекционер. Но так или иначе теперь он у меня есть. Выглядит как-то вот так. Насколько я знаю, там внутри стоит 2 аккумулятора 18650. Я еще потом обязательно померю его тестером, когда ко мне кабель приедет. И, может быть, даже разберу. Ну, это если что будет в моей телеге. Так что подписывайтесь. Ну, а нам пора возвращаться в видео. Второй аксессуар уже поинтереснее. И это, все внимание на экран, док-станция. Если у вас достаточно развито воображение, вам могло подуматься, что этот док можно подключить к телевизору, подсоединить геймпад консоли и играть как на свитче. Но вы же знаете Sony. Конечно же, все, на что способна эта док-станция, это заряжать Виту и выводить звук через линейный выход. Так мало того, они и сюда свой всратый проприетарный разъем запихнули. И самое странное тут вот что. Как вам известно, в сети
есть DIY-проекты док-станций, которые действительно позволяют подключить к Вите геймпад и вывести изображение на внешний источник. В этих проектах обычно все реализуется через Raspberry Pi, но те, кому лень заморачиваться, могут просто установить два плагина для геймпада и вывода изображения по USB и пользоваться Витой как стационарной консолью, то есть буквально превратить Виту в Switch. И это решение разработало сообщество. Еще раз, не сама Sony с кучей специалистов и неограниченным бюджетом, а хакеры, такие же работяги, как мы с вами. Но даже это не самое печальное. Правда в том, что нормальный док, способный выводить изображение на телевизор, на самом деле существует, и он официально выпускался Sony, но для такой же всратой и несправедливо нелюбимой сообществом PSP Go. И да, к PSP Go можно подключить геймпад, если вы не знали. Вы осознаете масштаб катастрофы? Черт с ними, что они пихали свой мульти-юз коннектор везде, куда только можно. Черт с ними, что карты памяти были дорогими и проприетарными. Это вообще, считайте, была норма для нулевых и десятых. Но слить настолько очевидно лежащую на поверхности идею могла только Sony. Честно, я не знаю, что помешало им опередить Nintendo с их Switch на 6 лет. Ведь, возможно, если бы синяя компания предложила идею с подобной док-станцией еще в 2011-м, Vita бы не стала настолько провальной. Хотя экономическую аналитику я лучше оставлю специалистам. Настоящей же причиной выхода настолько кастрированной док-станции я вижу релиз PS TV. Вопреки распространенному и неясно откуда взявшемуся заблуждению, PS TV была собрана вовсе не из остатков запчастей, найденных на производстве, а планировалась как отдельное устройство изначально, что я докажу ближе к концу видео. Скорее всего, Sony просто не хотела создавать ей конкурента в лице обычной Vita с доком. Хотя в итоге, как известно, Vita TV и без этого продалась из рук вон плохо. Впрочем, все это лирика. Очень, правда, грустная лирика. Кроме пауэрбанка и док-станции, Sony выпустила на рынок еще два аксессуара. Кейс для картриджей и карт с 8 слотами для игровых картриджей и 2 для карт памяти, а также защитные пленки для экранов. PCHJ 10000. Думаю, вы прекрасно помните кодовые названия моделей Vita. PCH-1000 — это фатка, PCH-2000 — слимка, а VTE-1000 — PS TV. Но слышали ли вы когда-нибудь про PCHJ 10000? Да, слышали по-любому, потому что именно такой идентификатор присваивался всем лимиткам, посвященным играм и аниме, и выпускавшимся только на японском рынке. И честно, я бы не стал добавлять этот пункт в айсберг, потому что достаточно подробно раскидал эту тему еще в прошлом видео, если бы мое внимание не зацепила одна из консолей, а именно PCHJ 10004. О данной консоли неизвестно ровным счетом ничего. При открытии страницы этой модели сайт Sony выдает ошибку, а открытые источники сообщают, что она была отменена. Однако номер 10004 так и не был присвоен другой консоли. По какой причине произошла отмена, знает, наверное, только Галя. А нам остается лишь гадать, чему или кому могла быть посвящена таинственная лимитка, и сколько еще утерянного и отмененного контента, связанного с Витой, остается нам неизвестным. PSP2 Diag Self. PSP2 Diag Self — это системный диагностический модуль PS Vita, что очевидно из его названия. Он применяется в дев и тест-китах и предоставляет доступ к низкоуровневым функциям, таким как тестирование аппаратных компонентов, дамп памяти, проверка работоспособности экрана, сенсоров и так далее. Аналогично диагностическим сервисам на PS3 и PSP, он играет ключевую роль в разработке, исправлении и отладке консоли. Кстати, если вы помните, в конце первой половины айсберга был пункт PSP2, посвященный названию некоторых системных файлов на Vita и также имеющий отношение к внутреннему рабочему названию PS Vita. Так вот, PSP2 Diagnostic Self также содержит в названии PSP2, что как бы подтверждает. Помимо всего прочего, режим производства, он же Manufacturing Mode, о котором я говорил в прошлом видео, автоматически запускает этот диагностический модуль. Утилита CEX2IDU. CEX2IDU Utility Type 3 — это специальная утилита для обращения ритейловых версий консоли в IDU, то есть киоск версии Vita, то есть в консоли с выставок и демонстрационных стендов в магазинах. CEX2IDU — это приложение, с помощью которого можно, грубо говоря, превратить обычную Vita в консоль с демо-модом и обратно. Несмотря на то, что демонстрационный режим открывает пользователю некоторые новые функции, например, доступ к установщику пакетов и позволяет менять местами кнопки крестика и кругляшка, фактически его установка на
розничную консоль не имеет смысла, поскольку описанные функции теперь можно разблокировать на любой прошитой Вите, а любое неосторожное обращение с консолью может безвозвратно отправить ее в Вальгаллу. И самое главное, запустить CEX-100 IDU без специального сертифицированного картриджа от Sony попросту невозможно. Хотя энтузиасты разработали утилиту Vita IDU, которая, по сути, эмулирует его работу и позволяет перейти в демонстрационный режим и обратно, не имея картриджа. Ссылку на нее для тех, кто хочет подробнее изучить вопрос, я оставлю в своем телеграме, в комментариях под постом с этим видео. Но если что, я вас предупредил. Библиотека компилятора шейдеров встроена в системную прошивку. Libsha CCCG Suprax — это официальный компилятор шейдеров, используемый на PS Vita. В переводе на гуманитарный язык, Libsha CCCG — это библиотека, которая позволяет PS Vita отображать 3D-графику в неофициальных приложениях и играх. В нормальных, в смысле домашних условиях, Libsha CCCG приходится устанавливать отдельно, так как без него не будут работать многие Homebrew проекты. Проще всего это сделать через инструменты SharkFoot, SharkBreed или VitaDB Downloader. И вот тут-то мы наконец-то подходим к описанию пункта. Согласно его названию, данная библиотека уже включена в системную прошивку. И так оно в целом и есть. На самом деле ноги Libsha CCCG растут из сюрприз-сюрприз PlayStation Mobile Runtime. Изначально хакеры обнаружили ее именно в нем. И если вам очень хочется заморочиться, вы действительно можете вручную установить PSM Runtime, а он, в свою очередь, установит библиотеку по нужному пути. Рядовому пользователю же будет гораздо проще установить VitaDB Downloader, который при первом запуске автоматически подгружает все необходимое. SLB 2. SLB 2 — это раздел во встроенной памяти Vita, используемый для хранения зашифрованных бутлодеров. В переводе на гуманитарный, вы, если что, не думайте, что я вас за идиотов держу, это я для себя. SLB 2 — это контейнер, хранящий в себе ключевые системные файлы, ядро безопасности, Secure Kernel, ранний загрузчик, Second Loader и список отозванных сертификатов, Proc RVK, который не позволяет запускать на консоли вредоносный код. Все это безобразие участвует в многослойной процедуре загрузки консоли с участием криптопроцессора FUT и ARM ядра. Без SLB 2 консоль просто не запустится. Расшифровка и взлом SLB 2 открывают путь к абсолютному контролю над Vita, включая возможность запуска неподписанного кода еще до загрузки самой системы. Однако, несмотря на то, что структура и состав SLB 2 уже давно разобраны, его содержимое по-прежнему зашифровано аппаратными ключами, которые не извлекаются стандартными методами, а любые эксперименты на этом пути могут легко превратить консоль в стильный кирпич. Donate to Fukushima. Donate to Fukushima — это всего лишь неиспользуемая надпись, обнаруженная в версии прошивки 0.996 в файле Second Loader Bin, которая отсылает к печальным событиям на атомной электростанции Фукусима-1 в марте 2011 года. Тогда из-за мощного землетрясения и последовавшего за ним цунами была повреждена система охлаждения реакторов, вследствие чего произошли взрывы хлопки водорода в 3 из них. Данная подпись, вероятно, была оставлена программистами, работавшими над Vita в качестве пасхалки. Прототипы прошивок. Не сильно отдаляясь от темы бета и вырезанного контента, а также прото-прошивок, предлагаю разобраться сразу и во всем, дабы окончательно закрыть этот вопрос для себя. Начнем немного непоследовательно с конца, а именно с той самой прошивки 0.996. Данная версия очень близка к финальной и в целом мало чем отличается от прошивки на релизных устройствах. Немного другие значки, закономерно отсутствует лицензионное соглашение, у приложения настроек нет заднего фона, а загрузочный экран при включении консоли немного отличается. В свою очередь, прошивка 0.990.030 имеет всего лишь другую иконку на приложении Fake Package Installer. Кстати, вы знали, что на финальной иконке изображена вагонетка? И еще один из прототипов прошивок 0.945.040, найденный на DevKit DEM3000H. Да, том самом DevKit, похожем на PSP Go. В данной прошивке строка состояния в верхней части экрана отсутствует и заменена на черную полосу, а также нет иконок и фонов в Live Area. И, наконец, самое интересное. Прошивка 0.930, найденная сравнительно недавно на прототипе DevKit DEM3000G. Данная прошивка является одной из самых первых бета-прошивок и представляет собой внутреннюю версию, предназначенную для проверки концепции и первого взгляда на систему консоли, что становится заметно по ее исполнению. Начнем с технических особенностей. В системе нет звукового драйвера, что означает полное отсутствие звуков при действиях. Анимации загрузки тоже не было, и пользователь сразу после включения консоли попадал в Live Area, а одновременное нажатие на два пузыря
нуля может привести к жесткому сбою системы. Помимо этого, консоль иногда может аварийно завершить работу при закрытии приложений. Визуальных отличий на этой версии очень много. Начиная с того, что дефолтный шрифт в системе — это шрифт PSP, а задний фон по умолчанию совершенно другой. У консоли также нет экранной блокировки, изменены анимации пузырьков в состоянии покоя, а при нажатии на них анимация быстрая и резкая. Помимо этого, многие баблы в целом имеют отличный от следующих версий дизайн элементов оформления, либо же его полное отсутствие. В конце концов, это прошивка для оценки концепции будущего устройства. Также на этой версии есть приложение What's New, которое всегда открыто и доступно при свайпе вправо. В системе на этой версии было замечено и множество других мелких визуальных отличий, недоделанных анимаций, плейсхолдеров тут и там, а также дизайнерских косяков, как в строке состояния наверху. Останавливаться на каждой мелочи я не буду, а лишь просто распишу наиболее интересные особенности этой версии, которые мне удалось найти. Например, браузер в этой версии также является плейсхолдером и при открытии показывает зашикаленное изображение результатов поиска God of War в Гугле. Также присутствует приложение Comics, которого нет ни в одной из релизных версий. Скорее всего, оно было портировано, вернее, спешно выдрано с PSP, так как использует те же ассеты, что и приложение Digital Comics. В приложении настроек тоже можно обнаружить множество отличий. Текст не отцентрирован, рядом с каждым разделом есть гаечный ключ, а сами иконки сильно отличаются от релизных и, скорее всего, тоже взяты с PSP. Также присутствуют разделы, вырезанные из финальной версии. Например, Application Data Management. Правда, и здесь они никак не задействуются, и при попытке перехода по ним никаких действий не происходит. Наконец, в файлах системы было обнаружено сильно сжатое изображение Аяки Нишиваки, участницы J-pop-группы Perfume. Этот пункт появился в айсберге благодаря моему подписчику из Телеграма, за что ему огромное спасибо. Эрни. Кажется, давненько технодухоты не было. Придется приоткрыть форточку. Этот пункт важен, и дальше он будет всплывать очень часто. Поэтому я решил добавить его сразу, чтобы вы понимали, о чем вообще речь. Эрни — это кодовое название системного контроллера, также известного как Syscon. По сути, сердце Виты. Данный чип отвечает за огромное множество низкоуровневых задач. От чтения кнопок до контроля питания и криптографической работы с зашифрованным хранилищем. Эрни взаимодействует с остальной системой, в том числе центральным процессором Кермит и другими жизненно важными модулями. Сам чип представляет собой кастомизированный процессор от Renesas, работающий на собственной прошивке. Эрни умеет читать и писать информацию в энергонезависимую память, где хранятся защищенные шифрованием данные. Также Эрни участвует в процессе загрузки, помогает системе просыпаться из режима сна, проверяет версии прошивок и следит за состоянием батареи. Отмечу, что Эрни очень не любит непослушных мальчиков и девочек и при неправильном обращении может дестабилизировать или навсегда прекратить работу системы. Icon 1 PNG. Icon 1 PNG — это вторичная иконка игры или приложения на PS Vita. Сама внешняя оболочка приложения, именно то, что мы видим в меню Live Area и при взаимодействии с пузырем, состоит из иконки Icon 0, изображения Peak 0, которое показывается после запуска приложения во весь экран, картинки Startup 0, которая находится в окне с кнопкой «Запустить» или «Возобновить», задника BG 0, он отображается, когда вы нажали на приложение, но не запустили его, и файл разметки Template XML, в котором описано, где и как размещаются названные выше элементы. Если вы еще не спите, вы наверняка могли заметить, что в этой структуре попросту нет Icon 1 PNG, потому что его, действительно нет, но был раньше. И вот мы снова возвращаемся к нашей любимой прото-прошивке 0990. И действительно, в ее дампе внутри приложений наряду с Icon 0 есть файл Icon 1, который используется для отображения в строке состояния. Да, вот этот маленький значок в верхней части экрана. Файл Icon 1 PNG фигурирует во всех приложениях, но в большинстве случаев он был лишь уменьшенной копией основной большой иконки. Исключение составляют приложения Patty и Package Installer. На релизе эту микродеталь вырезали, и функцию Icon 1 взяла на себя Icon 0, что несколько грустно, хотя и неудивительно, поскольку в самой прошивке 0990 отдельные иконки для строки состояния были только у двух приложений. Слой 12, где свет не проходит. Стартап GIM. Не отходя далеко от темы изображений, плавно переходим на следующий слой. Большинство игр и приложений на Vita в качестве изображений используют PNG-шки, но по какой-то причине приложения браузера и карт используют GIM-файлы. GIM расшифровывается как Graphic Image Map и является проприетарным форматом изображений, используемым в старых системах PlayStation. К моменту выпуска Vita Sony почти полностью отказалась от них в пользу PNG. В общем, никакой особой тайны за этим пунктом нет. Файл Startup GIM — это и есть
есть то самое изображение, находящееся в окошке запуска и открывающееся на весь экран после старта приложения. Однако причиной, по которой браузер и карта используют именно GIM изображение, в то время как все остальные PNG, остается загадкой. SD Store 0. SD Store 0 — это системный модуль PS Vita, отвечающий за работу с памятью. Он служит мостом между системой и физическими накопителями, оригинальной memory card, SD to Vita, игровыми картами и даже внутренней памятью слимки. Иначе говоря, SD Store 0 определяет тип подключенного накопителя и монтирует его в системе под логическими именами, например, UX0, UMA0 или IMC0. Плагины Storage Manager и YAML, предназначенные для работы с SD to Vita, взаимодействуют именно с SD Store 0, чтобы назначить SD to Vita основным хранилищем UX0. В структуре хранения данных SD Store является одним из самых важных компонентов, несмотря на то, что пользователь с ним напрямую не сталкивается. 0x16.0. А помните, в прошлой части айсберга был пункт, посвященный главному ключу безопасности Vita, который выглядел примерно так же. Так вот, в этой половине у нас тоже такое имеется. Начнем с теории. Как вы помните, внутри Vita есть крошечный системный контроллер Ernie, охраняющий самые чувствительные данные — ключи, флаги, сигнатуры и управляющий протоколами безопасности. В основе механизма его работы лежит Security ID — уникальный идентификатор, ключ, зашитый в системный контроллер еще на производстве. Так вот, на некоторых ревизиях Vita, предположительно на dev-юнитах или самых ранних платах, этот самый Security ID состоит из одних нулей. Такую систему защиты можно сравнить с сейфом, в который забыли вставить замок. Привязка аккаунта к PS3. На первый взгляд данный пункт звучит как самая обычная функция Vita, пусть и относительно малоизвестная. Но на самом деле это одна из самых важных страниц в истории ее взлома, которая происходила в те темные времена, когда о Хинкаку народ мог только мечтать. На ранних прошивках консоль требовала активации через PlayStation Network для запуска лицензированных игр и использования определенных функций. Однако активировать можно было только ту консоль, что имела самую последнюю и актуальную версию прошивки. Тем временем в новых прошивках Sony фиксила эксплойт, через который работяги хакали эмулятор PSP, поэтому пользователи не особо торопились обновляться. Ситуация получалась патовая. Ты хочешь установить эксплойт на старую прошивку, но без активации консоли не можешь даже запустить нужную игру. В итоге привязка Vita к PlayStation 3 становилась единственным решением данной проблемы. Работало это так. Пользователь покупал нужную PSP-игру, скачивал ее на PS3, а затем с помощью QCMA, специального файлового менеджера, переносил ее на Vita через третью плойку. После чего оставалось лишь запустить нужную игру и активировать эксплойт через нее. Впрочем, у этого метода были и ограничения. Так, обе консоли, PS3 и PS Vita, должны были быть привязаны к одному аккаунту, а сама PlayStation 3 должна была быть подключена к интернету в процессе передачи. Все это безобразие было достаточно муторным и капризным, поэтому многие боялись, что Sony может забанить их консоли за такие манипуляции. Однако, как выяснилось позже, Sony смотрела на это сквозь пальцы, пока пользователь не лез в мультиплеер. Сейчас данный метод уже ушел в прошлое. Сегодня можно просто поставить хен через браузер за 3 минуты и наслаждаться свободой. Но в темных десятых это была одна из немногих дверей в мир игр без ограничений. И, скорее всего, именно поэтому этот пункт находится так глубоко. Сегодня ньюфаги, да и чего уж тут я в их числе, даже не представляют, с какими сложностями приходилось сталкиваться работягам тогда, чтобы просто получить от консоли чуть больше, чем дала им злобная корпорация. Кабель для камер Panasonic. В первой части айсберга мы говорили про мистический порт на первой ревизии Vita, вся загадка которого была раскрыта еще в официальном руководстве, где данное гнездо довольно исчерпывающе назвали порт для аксессуаров. Впрочем, сами аксессуары так никогда и не появились в продаже, по крайней мере официально. Неофициально энтузиасты, как всегда, сделали все за одну корпорацию из 4 букв, но об этом позже. Там же, в первой части, я обмолвился, что аналогичный разъем и тоже для передачи данных и подключения к компьютеру использовали камеры Lumix от Panasonic. Правда, в оригинальном айсберге имеется в виду AV, а не USB кабель. Но в сущности это не имеет вообще никакого значения. А знаете почему? Потому что кабель Panasonic на самом деле совершенно не подходит к Vita.
Удивительно, что именно на эту мою ошибку мне никто не указал, поэтому буду исправляться сам. Итак, вот кабель Panasonic с 14-пиновым коннектором, а вот порт для аксессуаров у Vita. Как вы думаете, что у них общего? Ну, 14-пиновый коннектор Panasonic, судя по всему, прекрасно входит и выходит в гнездо для аксессуаров. Но вы действительно не замечаете слона в комнате? Ладно, я тоже его не замечал целых полчаса. Давайте еще раз. Вот подтвержденная распиновка порта для аксессуаров. А вот кабель Panasonic с 14-пиновым коннектором. Да, было изначально понятно, что пихать в консоль кабели неизвестного происхождения — идея самую малость идиотская. Но тот факт, что кабель от камер Lumix можно запихнуть в порт для аксессуаров Vita, всего лишь удивительное совпадение. Потому что, еще раз, у Vita контактов 5, а у Panasonic 14. Самое невероятное, что если все-таки подключить Vita к компьютеру таким кабелем, она останется жива. Хотя и может зависнуть, поэтому делать подобное я все еще не рекомендую. Ну так и что по итогу? Данный пункт айсберга повествует о USB кабеле для передачи фотографий с камер Lumix на ПК или принтер, а также об AV кабеле, с помощью которого можно было выводить изображение и звук на телевизор. Но оба кабеля несовместимы с Vita, и в лучшем случае не произойдет ничего, а в худшем можно случайно механически повредить и без того бесполезный порт или вовсе сжечь свою консоль, хотя подтвержденных прецедентов не было. Да, есть пара работяг, которые делились историями про успешное подключение к компьютеру, но никаких пруфов они не предоставили. Электрически, ближе всего к гнезду для аксессуаров, как ни странно, оказался мини-USB. И ребята, которые ведут исследования и занимаются разработкой аксессуаров, в качестве основы для подключения используют именно его. О прототипах, которые им удалось собрать, разговор пойдет глубже. OS2 OS2 — это странная тень в файловой структуре Vita, которую можно заметить на дампах системной памяти. Раздел с таким именем не используется системой, но он существует и содержит остатки системных файлов. Так что же это такое? Начнем издалека. На каждой Vita есть особый компонент системы, называемый SCE SD Store. Он отвечает за управление всеми накопителями, встроенной памятью, M2 картами и даже картриджами. Его содержимое оформлено в виде сложной, но логичной иерархии блочных устройств с длинными и грозными именами, вроде int, lp, act, os. Каждое такое название состоит из 4 частей, разделенных дефисом. Первая означает носитель информации, встроенная память, карта и так далее. Вторая — тип. Третья — статус, а четвертая — идентификатор. Нас интересует именно статус. Статусов, или иначе говоря, состояний, бывает всего 3. Акт — активный, ина — неактивный, игн — игнорируемый. Активные разделы участвуют в работе системы. Именно с них загружается операционка, читаются модули и конфиги. Неактивные модули — это выключенные разделы. Они в системе есть, но она их не использует. А вот игнорируемые ведут себя так же, как неактивные, но не подлежат даже инициализации. Таким образом, OS2 — это второй системный раздел операционки, прямо как OS0, о котором мы говорили в первом айсберге, только OS2, который помечен как неактивный. Но откуда он взялся? Ответ на этот вопрос, скорее всего, связан с механикой обновления прошивки. При обновлении Vita не стирает старую версию, а создает ее дубликат и помечает его как резервный. Если обновление проходит успешно, старый раздел отключается и остается висеть как неактивная копия. И именно это мы и видим под именем OS2 неиспользуемый остаток старой версии системного раздела, хранящийся на случай форс-мажора. Слой 13. Шепот тьмы. SLB2. И если OS2 еще можно было как-то объяснить, то тут, как вы помните, SLB2 — это системный раздел во внутренней памяти, где живет все, что касается загрузки консоли на самых ранних этапах. Именно он кормит загрузчик системы нужными файлами, работает с криптопроцессором FUT, ARM-ядром и всем остальным криптоколдунством. Если раздел SLB2 будет пустовать или его сохранность будет нарушена, консоль не запустится. Но тогда почему в этом пункте SLB2 упоминается именно с пометкой INA, то есть неактивный? Ответ, скорее всего, тот же, что и в случае с OS2 При обновлении прошивки Vita не уничтожает старый SLB2, а сохраняет его копию на случай нештатного обновления или возможности отката. Эта копия и получает статус INA, неактивный, но сохраненный, если вдруг что-то пойдет по бороде. Джиг.
Многие из вас наверняка слышали про некую Пандору для PSP, однако не все, особенно такие нюфаги, как я, понимают, в чем ее смысл. Так что сейчас будет историческая справка. Pandora Battery, то есть батарейки Pandora, представляли собой модифицированные аккумуляторы для PSP, предназначенные для восстановления окирпиченных консолей. Суть в том, что у PSP есть два режима работы – обычный и сервисный. Как нетрудно догадаться из названия, сервисный режим используется для взаимодействия с аппаратным обеспечением консоли на низком уровне. Иначе говоря, позволяет залезть туда, куда обычному пользователю вход воспрещен. Именно через сервисный режим можно восстановить консоль после сбоев или установить с его помощью альтернативные прошивки, поскольку в этом режиме программное обеспечение обходит меры ограничения и защиты. По сведениям сайта Console Mods, существовало два способа превратить свой аккумулятор в Пандору. Soft Mod с помощью приложения, которое программировало микросхему в аккумуляторе, и Hard Mod с помощью паяльника, чтобы Pandora Mod можно было обратить. На деле же существовали и другие, более замороченные методы завести консоль в сервисный режим. К одному из них даже приложил руку известный многим из вас Йоти, который, я надеюсь, опять заспавнится в комментах. Впрочем, все эти способы требуют паяльных навыков уровня Петровича. Да и вообще у нас тут разговор не про PSP. Казалось бы, при чем тут Pandora? А при том, что официальное название этого мода для PSP — Jig-Kick. И вот тут картинка уже начинает полностью вырисовываться. Jig в контексте Vita — это скрытый от обычных работяг способ загрузить консоль с внешнего носителя, например, карты памяти в слоте для картриджей вместо встроенной памяти. С его помощью также можно войти в сервисный режим, восстановить или откатить прошивку и делать еще много других непотребств, от которых на голове у Sony прибавилось бы седых волос. И пусть у Vita нет батареи, которую можно перепрошить, добраться до сервисного режима все равно возможно. Для этого нужно обмануть системный контроллер Ernie и загрузчик, заставив их перейти в особый режим — External Boot Mode. В производственных условиях это, скорее всего, делалось через специальный донгл. Настройки eMPR. Для начала давайте разберемся с тем, что такое eMPR. Аббревиатура eMPR расшифровывается как встроенная память с функцией воспроизведения и записи. Кажется, ничего не стало понятнее. Что ж, поясняю. Одной из малозаметных, но продающих фишек Vita была возможность приема и воспроизведения зашифрованного видеоконтента с ПК. Например, записи с японских ТВ-тюнеров IO Data, Magic TV. Для этого и существовал специальный режим eMPR, в который консоль могла переходить при подключении к ПК. Далее все происходило примерно так. На компьютере запускалась родная утилита, выбирался нужный ролик, а сама консоль через интерфейс Magic Gate проверяла его подлинность, прежде чем принять видео. За обработку всего этого добра отвечала библиотека SCE Video Export eMPR, работавшая на прошивках от 1.50 и выше. Хотя также были и другие библиотеки, обрабатывающие DAT-файлы или управляющие экспортом с других устройств. Но ведь пункт посвящен настройкам этого самого eMPR. Ну так вот, на прошивках от 1.50 есть файл eMPR Settings Plugin RCO, в котором присутствуют элементы интерфейса, вроде eMPR Label Panel, Visible, Style Panel, Text, Group и другие, что указывает на наличие вкладки eMPR Settings в настройках самой консоли. Судя по всему, данное меню скрыто и появляется только на дев-китах или при активных QA-флагах. Меню eMPR Settings, скорее всего, позволяет включать или отключать eMPR, управлять параметрами передачи и проверки видео, тестировать систему защиты, получать информацию о Magic Gate Type R и, возможно, отслеживать логи и состояние подключенных устройств. Поскольку eMPR был ориентирован на японский рынок, этот функционал так и не получил широкой огласки, и сегодня о нем практически никто не знает. Однако его следы остались как в RCO-файлах, так и внутри прошивок. ID Storage. ID Storage — это еще один из разделов во встроенной памяти Vita. Говоря языком метафор, ID Storage — это паспорт, медкарта и досье на консоль в одном флаконе. Именно в этом разделе находится вся персонализированная информация о конкретной консоли. Серийные номера, сертификаты, MAC-адреса, информация о регионе Wi-Fi, имей 3G модема, если он есть, а также список компонентов системы, результаты заводских тестов и другие сугубо утилитарные, но критически важные системные данные. Все это безобразие внутри ID Storage хранится в виде листьев leaves по 512 байт. У каждого листа есть свой 16-ричный ID. Например, 116 — это цвет корпуса, а 118 — аудионастройки. А для самых преданных фанатов у Sony под ID 80 есть еще и лист с SMI, сервисными и производственными настройками. Данный лист защищен двойным шифрованием и подписан цифровой подписью. Не то чтобы другие листы должны были попасть в руки пользователей, но этот, очевидно, вообще хотели скрыть больше всех. Впрочем, как известно, нет ничего, что
хакеры не смогли бы сломать. И именно в листе с SMI была обнаружена строчка, в которой прописана минимально допустимая версия прошивки на устройстве, чтобы пользователи не даунгрейдили систему ниже положенного. Самое интересное, если все-таки сломать ID Storage, сломается и консоль. Стоит повредить хоть один важный лист, и Vita начнет вести себя как батя на Новый год. Может отключить какой-нибудь модуль, может перестать обновляться, а может и вовсе не загружать прошивку и окирпичиться, как это было на PSP, где порча всего лишь каких-то там Wi-Fi листов напрочь ломала загрузку. Тем не менее, энтузиасты научились читать и даже безопасно патчить некоторые листья на пользовательском уровне. Например, с помощью модификации их содержимого можно менять тему, включать скрытые функции или даже восстанавливать утерянные MAC-адреса. Но риск остаться с красивым кирпичом, когда ты лезешь куда не знаешь, всегда очень высок. Документация Федеральной комиссии по коммуникациям в США. Большинство из вас знает FCC, она же Федеральная комиссия по коммуникациям, как организацию, выдающую лицензии и сертификаты. Но кроме того, FCC — это еще и архив всего, что когда-либо собирались продавать в США. Радиоустройства, игровые консоли, прототипы, все, что излучает хотя бы намек на сигнал, обязано пройти через руки Федеральной комиссии по коммуникациям. Чтобы получить одобрение, производитель обязан раскрыть подробности: схемы антенн, тесты на излучение, конструкцию устройства, назначение портов и разъемов. Большая часть этих данных через 180 дней становится публичной, если иное не согласовано отдельно. И именно так в сеть попали самые первые подробности о Vita и ее девкитах. На сайте FCC можно найти кучу документов, посвященных консоли, хотя далеко не все из них имеют практическую ценность как для обычных пользователей, так и для хакеров. Однако среди всей этой лавины корпоративных бумаг есть папка, заслуживающая особого внимания. На страницах отчета по сертификации девкита PDL-1001 есть единственная документация, зафиксированное упоминание загадочного порта для аксессуаров. На приложенных фотографиях можно увидеть девкит, подключенный к зарядке, наушникам, порту отладки и с торчащим из аксессуарного порта странным донглом. К документу прикладывается схематичное изображение всех интерфейсов и табличка, в которой странное устройство называют Accessory Box. И больше ни слова. В других документах из этого пакета порт даже не упоминается. Ни в тексте, ни на графических изображениях. Sony будто сознательно избегает его упоминания. А в письме от некоего Хирофуми Кодзимы запрашивается конфиденциальность на часть документации. Дескать, ее раскрытие может дать конкурентам несправедливое преимущество, что звучит уж слишком подозрительно для порта, который нигде не используется. У меня нет желания теоретизировать, почему Sony попросила засекретить часть документов. Все равно правды мы не узнаем, да и судьба самого порта для аксессуаров уже давно раскрыта. Поэтому предлагаю поспекулировать на другую тему. Чем мог быть подозрительный неописанный донгл? Версий на самом деле немного. Первая — это могла быть простая заглушка, которая должна была продемонстрировать сам факт существования порта. Звучит довольно разумно, но лично мне кажется, что заглушки обычно несколько меньше относительно размеров материнского устройства. Кроме того, хотя название Accessory Box толком ничего не доказывает, мне кажется, что оно не могло быть присвоено обычной нефункциональной заглушке. Поэтому вторая версия, более фантастическая и в то же время реалистичная. Это мог быть портативный джиг от самой Sony, который активирует на консоли особый режим. И хотя на фотографиях нет ни кнопок, ни индикаторов, ни вообще чего-либо, почему можно было бы предположить такой расклад, это мог быть обычный прототип устройства. Наконец, третья версия. Возможно, это был прототип внешнего аксессуара. И, судя по размерам, очень вряд ли для розничной продажи. Скорее всего, только для внутреннего использования. Может быть, он мог логировать данные или просто проверять работу порта. Так или иначе, правды мы уже, скорее всего, никогда не узнаем. А если и узнаем, вряд ли нам понравится официальный ответ. Поэтому некоторым тайнам лучше так и оставаться тайнами. SCEPD. Пару лет назад один из пользователей Reddit написал тред о том, что он разыскивает консоли, на которых с завода установлена прошивка 360 и которые никогда не обновлялись. По его предположению, на таких консолях находится серия системных модулей, предназначенных для диагностики на производстве. Для его исследования ему требовались именно девственно чистые консоли, прошивка на которых никогда не менялась и не обновлялась, поскольку при любом ее изменении файлы неизбежно затирались без возможности восстановления. Спустя некоторое время он поделился результатами своей работы. Его предположение оказалось верным. И в папке КД в разделе OS0 действительно присутствовал целый набор диагностических инструментов с префиксом SCEPD. Само название SCEPD означает Sony Computer Entertainment Product Driver. Среди них SCEPD Display OLED, SCEPD HDMI, SCEPD DualShock 3 USB Only и даже модули, отвечающие за ID Storage. Судя по названиям, эти модули позволяли напрямую обращаться к внутренним компонентам консоли,
консоли, минуя оболочку обычной прошивки, поскольку их принципиальная задача — тестировать все основные системы и интерфейсы консоли: экран, камеры, ввод кнопок, питание, HDMI-выход, Bluetooth, Wi-Fi и криптографические ключи в ID Storage. Поскольку хранилось все это безобразие в OS 0, защищенном разделе с файлами операционной системы, ядра и загрузчика, при первом же обновлении прошивки весь комплект безвозвратно затирался. Несмотря на то, что сами SCAPD модули нельзя запустить на обычной консоли, они представляют интерес для исследователей внутренней архитектуры Vita, ведь по сути они являются фрагментом производственной прошивки, тех самых инструментов, которые запускались лишь в стерильных лабораториях Sony. Отладка в приложении видео. Дебаг видео — это функция отладки, по умолчанию доступная в приложении видео на DevKit. По дефолту на обычных версиях Vita приложение видео может воспроизводить только те видеофайлы, что были предварительно импортированы в базу данных, то есть добавлены на устройство официальными методами, например, Content Manager Assistant. В свою очередь на DevKit данное ограничение отсутствует, что позволяет воспроизводить видео напрямую из папки UX0 Video и значительно упрощает тестирование и просмотр медиа на консоли. Включить дебаг-режим на CEX консолях можно с помощью специального плагина Video Debug, за разработку которого, кстати, ответственен сам автор Айсберга. Ссылку на его скачивание, если он вам зачем-то понадобился, я оставлю в своем телеграме. Слой 14. Море призраков. Отладка в приложении «Музыка». Как и в случае с видео, стандартное приложение «Музыка» на розничных Витах не позволяет воспроизводить аудиофайлы напрямую из памяти устройства. Чтобы музыка появилась в приложении, ее сначала нужно официально импортировать через Content Manager Assistant, что добавляет записи в базу данных. Однако на DevKit доступен аналогичный дебаг-режим, который снимает это ограничение и позволяет проигрывать файлы напрямую из каталога UX0 Music, без необходимости предварительной регистрации в медиабазе. Плагина, включающего данную функцию, на ритейловых версиях консоли нет или просто я не нашел. И тем не менее, сам факт наличия дебаг-функционала в приложении «Музыка» на DevKit предполагает, что в теории его можно активировать и на обычных консолях. Хотя смысла в этом, если быть честными, немного. Сообщество уже выпустило на Vita свои плееры из коробки, поддерживающие не только функцию воспроизведения без регистрации в базе данных, но и возможность стриминга с YouTube, а также позволяющие воспроизводить треки в фоне. У PS Vita 2 экрана. Данный пункт создает огромные просторы для спекуляций, начиная с конспирологических идей чьего-то воспаленного гуманитарного мозга, заканчивая более реалистичной, но тоже неверной мыслью, что вторым экраном Vita технически может служить задняя сенсорная панель. По факту же все гораздо скучнее. Физически у Vita действительно только один экран, однако в системе предусмотрено два графических слоя фреймбуфера, из-за чего некоторые люди в сообществе говорят, что у Vita два экрана, и частично они даже правы. Первый слой используется для обычного рендеринга, туда отрисовывается игра, а второй накладывается сверху. Система использует его для уведомлений, сообщений и других оверлеев, в том числе встроенного счетчика FPS, о котором мы поговорим в самом конце. Разработчики, использующие официальный SDK, могли отправлять отладочные сообщения именно на второй верхний слой. Благодаря такому разделению системные уведомления и оверлеи не мешали основному процессу рендеринга, а поверх игрового изображения могли накладываться вспомогательные элементы, без риска вызвать графические артефакты или баги в визуализации. Резюмируя, второй экран — это не физический дисплей, а скорее метафора, независимый слой, существующий параллельно основному и рендерящийся отдельно. Тем не менее, эта особенность внутренней архитектуры Vita выделяет ее среди портативных консолей своего времени и, как это часто бывает, создает благодатную почву для конспирологических теорий и мифов. DEM 3000G. В прошлой части мы уже частично касались темы DevKitов из серии DEM, а конкретно DEM 3000H, информация о котором на сегодняшний день задокументирована достаточно хорошо. К самой линейке DEM, что расшифровывается как Development Engineering Model, относится по меньшей мере 7 разных прототипов, не считая загадочного серого, который к ней тоже иногда относят. В данном пункте айсберга речь идет о, вероятно, одном из первых прототипов DevKitов из DEM линейки, DEM 3000G, выпущенном в январе
DEM 2011 года. Благодаря статье с разбором консоли в прямом и переносном смысле от пользователя под ником Scalar нам известно следующее. Прототип был черного цвета с белыми вставками. Поставлялся в обычной картонной коробке с лейблом Sony в комплекте с Ethernet-адаптером и фирменным кабелем питания. Консоль обладала одним HDMI и двумя USB гнездами, одним проприетарным от Sony и другим, горячо любимым нами, мини-USB, а также гнездом для подключения внешнего питания, поскольку у устройства отсутствовал аккумулятор, и слотом для чтения SD-карт. На коробке и самой консоли, как повелось, присутствуют наклейки с предупреждениями, что данный экземпляр не предназначен для продажи или аренды, а также, что его необходимо вернуть компании Sony Computer Entertainment Interactive. Не вернули. Внешняя консоль, как и DEM 3000H, напоминала PSP Go и также была выполнена в форм-факторе слайдера. Функционально данный прототип был достаточно близок к финальной версии и уже обладал двумя камерами, сенсорным экраном, тачпадом сзади и, как ни странно, шифтами здорового человека, механизм которых, по крайней мере внешне, напоминает полноценный на актуальных портативных консолях и геймпадах 8-го поколения и младше. В консоли также были использованы, по всей видимости, прототипы стиков, которые на изображении кажутся довольно маленькими и слишком сильно утопленными в корпус. В будущих прототипах они будут заменены на более крупные, видимо, для повышения удобства использования. Еще из интересного, внутри консоли стоит батарейка CR2032, предназначенная, скорее всего, для RTC. Модель DEM 3000G являлась одним из самых первых прототипов девкитов, и, если руководствоваться алфавитной логикой, за ней следовала DEM 3000H. В целом, технически аналогичная, но с повышенной производительностью. И если о прототипах, выходивших позже, мы еще поговорим ниже, то информация о предыдущих версиях в линейке DEM строится исключительно на предположениях и домыслах. Достоверно неизвестно, существовало ли когда-нибудь DEM 3000A, B или C, поскольку самые первые прототипы девкитов были предназначены не столько для разработки игр и приложений, сколько для оценки функционала инженерами, проверки работоспособности отдельных компонентов и создания официальной системной прошивки. Соответственно, все такие устройства не должны были выйти за пределы кабинетов компании Sony и ее внутренних отделов. Еще одной занятной историей поделился Ефан Лю, один из легендарных разработчиков со сцены Vita. В своей статье от августа 2019 он рассказывает, как к нему в руки попал прототип, а также делится результатами своего аппаратного исследования, ключевым объектом которого стал похожий экземпляр. В один чудесный день с ним связался его контакт и предложил поэкспериментировать с одним из экземпляров. Образец, попавший к автору, был найден на, внимание, китайской свалке, рядом с другим таким же. Оба были сильно повреждены водой. Как выразился автор, она утонула, но отремонтированы впоследствии. Когда наш герой наконец заполучил прототип, он устремился извлечь из него код, который запускается самым первым при включении устройства. И так как обычными методами сделать это не получалось, потому что Vita загружает код запуска в оперативную память, пришлось применить нестандартный подход — использовать глич-атаку, создавать кратковременные сбои питания в нужный момент, чтобы сбить работу процессора и обойти проверки. Сначала Ефан Лю пытался обмануть проверку размера загрузчика и вызвать его переполнение. Потом внедрял код через векторы исключений, что дало лучший результат. В конце концов, он использовал уязвимости сразу в 3 подсистемах Vita — ARM, Trust Zone и Food, чтобы инициировать перезагрузку, вставить в процесс загрузки свой код и перехватить управление. В результате, после нескольких месяцев исследования и усердной работы, хакеру удалось вытащить почти весь начальный загрузочный код консоли, что стало важным вкладом в изучение ее архитектуры. Ведь до этого момента все эти данные были недоступны. Разумеется, в своем пересказе я сильно упростил и опустил многие технические детали, поэтому в описании закреплю ссылку на оригинальную статью, чтобы интересующиеся могли ее прочитать. Внутренние и внешние девкиты. Этот пункт касается различий между девкитами, предназначенными для внутреннего использования в Sony, и теми, что выдавались сторонним разработчикам. И несмотря на то, что нам известно о многих внутренних и инженерных девкитах, скорее всего в этом пункте речь идет не о железе, а о прошивках, а именно о ее внутренних и внешних версиях. Это подтверждают и упоминания в меню системной информации, и данные из Kinkaku Wiki, где описаны различия в прошивках процессора связи. Одни версии предназначались только для внутреннего тестирования, другие распространялись за дверями компании Sony. По итогу никаких визуальных и железных различий в девкитах для внутреннего и внешнего использования не было, но их прошивки могли отличаться. Внутренние версии, скорее всего, активировали скрытые, отладочные или просто нестабильные функции, не предназначавшиеся для сторонних студий. NVS.
NVS, оно же энергонезависимое хранилище данных. В отличие от оперативной памяти, содержимое NVS сохраняется даже после отключения консоли. А в отличие от накопителя, HDD или SSD, энергонезависимая память не предназначена для хранения пользовательских данных. В разделе NVS хранятся важные системные данные: флаги сервисных режимов, серийные номера компонентов, уникальные идентификаторы железа и другие параметры, про которые Sony не хотела бы говорить. Особо чувствительная и важная часть этой памяти называется Secure NVS. Она зашифрована и становится доступна только после специальной криптографической процедуры рукопожатия. Разумеется, доступа к этому всему у обычного пользователя нет, но с определенной долей упорства и паяльника энтузиасты научились заглядывать и сюда. На Хинкаку Вики энергонезависимая память часто упоминается во множестве статей про, казалось бы, модули никак с ней не связанные. Однако, так или иначе, NVS принимает участие в куче других системных процессов, например, загрузки системы, управлении ключами и шифрованием, работе с ID Storage и прошивками, а также с системным контроллером Ernie и его интерфейсами. Помимо прочего, саму энергонезависимую память используют не только Vita, но и PlayStation 3 и 4. Логика для всех перечисленных устройств примерно одинаковая. Консоль должна иметь надежное место, где можно хранить служебную подноготную и быть уверенной, что никто туда не сунется. Ну, кроме хакеров. Их хлебом не корми, дай поковыряться в узких системных отверстиях паяльником, смазанным флюсом. Write Dialog. Это одна из скрытых функций на Vita, о которой мало кто знает, но которая встроена в каждую официальную игру или программу для Vita. Итак, интерактив. Берем свою Vita, выбираем любое стороннее приложение, главное не Homebrew, зажимаем его иконку, выбираем пункт информация, затем последовательно нажимаем треугольник, квадрат, Select, Start. Собственно, вот и все. Перед вами официальное окно лицензии Sony, в оригинальном айсберге названное SDK Copyright Trap, что можно перевести как ловушка авторских прав SDK. Однако в сообществе оно гораздо более известно как Write Dialog, что вообще-то переводится как окно с правовой информацией, но машинное правый диалог звучит как-то посолиднее. Итак, правый диалог содержит информацию о том, что выбранное приложение предназначено для игры на Vita и авторизованных устройствах формата Vita, а также что продукт авторизован и произведен по лицензии Sony. В общем-то, больше ничего особо интересного тут и нет. Скорее всего, данное окно было добавлено Sony в качестве маркера легальности, потому что если вы попробуете повторить подобное с какой-нибудь хоумбрюшкой, у вас ничего не получится. Что примечательно, данная информация, включая логотип Vita и сам лицензионный текст, хранятся в зашифрованном виде в модуле Write Suprax, который отсутствует в хоумбрю играх и портах. Вот, в общем-то, и все. Простому пользователю правый диалог никак не мешает, а инженерам-юристам синей корпорации помогают удостовериться в том, что игра использовала лицензированный SDK при создании. Ах да, ходят слухи, что если закрыть это окно до того, как оно загрузится, можно вызвать сбой главной оболочки системы — SCE Shell. Так что будьте осторожны, дети. Слой 15. Холодный безмолвный ужас. Картридж QAF SDK 180. Это загадочный картридж, извлеченный из одного из див-китов PS Vita, предназначенных для уничтожения. Да, вы все правильно поняли, Sony отправляла свои QA-устройства в утиль. Слава богу, несколько из них были перехвачены хакерами. Именно внутри одного из таких наборов и был обнаружен этот артефакт. Картридж содержал утилиту под названием QA Flag Utility Type 3, официальное внутреннее приложение Sony, предназначенное для установки QA-флагов на консоли, позволяющих активировать отладочные режимы, получать доступ к скрытым системным функциям, а в некоторых случаях даже обходить проверки прошивки и выполнять даунгрейд. Утилита функционирует по следующей схеме. Она создает специальный запрос, который отправляется на сервера Sony. В ответ возвращается подписанный QAF токен, который копируется на GRV0, тот самый перезаписываемый раздел на картридже из первой части, и оттуда записывается в энергонезависимую память, о которой мы говорили выше. Картридж относится к SDK версии 180, что примерно соответствует 2012 году. И несмотря на то, что он выполнен в формате PSV, он не может быть запущен через PSV Game HD, специализированный инструмент для создания и запуска дампов, потому как требует наличия на картридже перезаписываемого раздела. Существует теория, что с этой утилитой работал особый PS Vita Flash картридж, устройство, о котором до сих пор известно крайне мало. Возможно, оно подключалось к див-киту и эмулировало раздел GRV0 в файловой системе картриджа. Примечательно, что утилита не требует активации. Если запустить ее на див-ките, она сразу входит в рабочее состояние. Однако из-за отсутствия ключа
ключей, используемых Sony для внутренней криптографии, воспроизвести полноценную работу QA Flag Utility Type 3, к сожалению, невозможно. Таким образом, картридж QAF SDK 180 — это скорее уцелевший реликт производственной магии, чем инструмент, полезный нам сейчас. Он открывает завесу над сложной внутренней системой QA-флагов, использовавшихся Sony для настройки, отладки и, возможно, финальной сертификации консолей перед отправкой в розничные магазины. Если вам хочется лично взглянуть на дамп этого картриджа и исследовать его, найти его вы сможете также в моей телеге, в комментариях под постом с этим роликом. QA-флаги. Вообще, стоило бы поднять этот пункт еще на пару слоев выше, как минимум потому, что это базовая база, без понимания которой будет сложно понять многие другие пункты. Но раз так удачно сложилось, что сразу два связанных пункта расположены рядом, самое время пролить свет на одну из самых туманных, но фундаментальных тем. Итак, QA-флаги, они же Quality Assurance Flags. Это внутренние флаги состояния, устанавливаемые на системном уровне для предоставления расширенного доступа к диагностическим, отладочным и сервисным функциям консоли. С их помощью можно активировать скрытые элементы интерфейса, разрешать загрузку неподписанных модулей, обходить проверки прошивки и даже загружать ядро с внешних источников, например, с Host 0. Если вы забыли, что такое Host 0, напоминаю, это виртуальный диск, используемый для связи между консолью и компьютером разработчика, что существенно упрощает процесс передачи файлов между устройствами. Ну что, осознаете серьезность? Проще говоря, именно активация QA-флагов открывает все возможности для консоли и, по сути, переводит ее в режим бога. На текущий момент сообществу известно 26 флагов, и почти все они несут в себе отголоски заводской магии, начиная от банального включения тестового режима в приложении NIR и управления ID Storage, заканчивая тестированием PlayStation Network и установкой неподписанных прошивок. Однако флаги сами по себе — это не кнопка, которую можно просто нажать. Они работают через QAF-токены, зашифрованные и подписанные объекты, хранящиеся в энергонезависимой памяти, и чаще всего под контролем системного контроллера ERNI. Консоль расшифровывает и сверяет токен при старте, после чего активирует определенный набор флагов. Как вы уже поняли, флаги открывают, вероятно, все двери в технические внутренности Vita. Однако, получить к ним доступ на розничной консоли просто невозможно, не имея доступа к системному контроллеру, который, в свою очередь, управляется через Secure Kernel и криптопроцессор FUT. Даже если вам удастся создать свой токен, вы не сможете подделать его подпись без знания приватного ключа Sony. Поэтому флаги и встречаются только на дев или тест-китах, а также на инженерных образцах консолей для внутреннего использования самой Sony. По этой же причине, когда пару лет назад в сети появился картридж QAF SDK 180 Utility, о котором я говорил в прошлом пункте, он быстро захватил внимание всего сообщества. Утилита на этом картридже позволяла устанавливать QA-токены на консоль, связываясь с сервером, что потенциально могло бы послужить огромным толчком к развитию сцены. Однако, поскольку сервера были уже закрыты, утилита оказалась практически бесполезной. Также стоит отметить, что система с QA-флагами использовалась и в других консолях Sony — PSP, PS3 и PS4. На них тоже существовали QAF-токены и переключатели, позволяющие перевести устройство в сервисный режим. PlayStation Mobile NPS Test E. NPS Test E — это загадочный тестовый тайтл, загруженный Sony на сервера PlayStation Mobile. Его название отсылает к возможному внутреннему коду магазина NPS, что, вероятно, расшифровывается как New PlayStation Store. И это забавно, потому что на пиратском сленге NPS, как вы помните, означает No PlayStation. Такой бесплатный магазин игр и приложений для консолей PS3, PSP и, собственно, Vita. Пользователям самой Vita он хорошо известен как Package J. Сам игровой пакет NPS Test E никогда не предназначался для пользователей и использовался синей компанией для проверки функциональности загрузки и отображения приложений в PlayStation Mobile Store. По предположению автора Айсберга, содержимым PSM NPS Test E, скорее всего, является обычный Triangle Sample — элементарная сцена с вращающимся треугольником, на которой разработчики могли обкатывать базовый рендеринг. Хотя скриншоты PSM Reborn, проекта, занимающегося архивацией игр для PlayStation Mobile, демонстрируют, что игра представляла собой какую-то RPG Island Walker. По информации, опять же, с PSM Reborn, приложение весит всего 11 мегабайт, поддерживает все языки и теоретически до 999 игроков онлайн, что, очевидно, является не более чем тестовой заглушкой. На этом же сайте приложение помечено как неиграбельное из-за отсутствия ключа лицензии Z-Riff, что позволяет отнести этот проект к категории Lost Media по Vita. И по этой теме я тоже, возможно, когда-нибудь выпущу видео. Submit Sample.
Submit Sample — это еще одно небольшое тестовое приложение для платформы PlayStation Mobile. Официально, по информации с сайта PSM Reborn, оно поддерживает запуск как на Vita, так и на Android через инструмент Developer Assistant. Приложение весит всего 2,7 мегабайт и поддерживает все языки, что, скорее всего, тоже служит обычной заглушкой. Это подтверждает и отсутствие в самой игре, если ее так можно назвать, контента. В описании к Submit Sample значится AppTest PSM SDK 1.21, что намекает, что приложение могло использоваться для демонстрации и проверки работоспособности SDK. Также возможно, что Submit Sample является шаблоном или утилитой для проверки загрузки и установки приложений через официальные инструменты, вроде PSM Publishing Utility. Само название Submit Sample, что буквально переводится как «отправить образец на рассмотрение», отсылает нас к сценарию отправки тестовой сборки приложения на проверку во внутренние службы Sony. Однако в данном случае это просто часть SDK, пример приложения, имитирующего процесс подготовки к публикации. Make Self Internal PI. Make Self Internal PI — это скрипт, который используется для создания файлов с расширением Self. Self-файлы в системе Vita — это защищенные исполняемые файлы, SecureElf, которые система использует для загрузки всего, от пользовательских приложений до системных модулей. Они подписаны цифровой подписью, и в норме консоль не может запустить модуль, если не убедиться в его подлинности. Именно здесь и вступает в дело Make Self Internal PI. Этот скрипт позволяет изменить Self таким образом, чтобы он воспринимался системой как верифицированный внутренний модуль, то есть модуль уровня ядра или служебного назначения. Такие файлы обходят ряд проверок, и если они правильно собраны, система загружает их даже без валидной подписи. Это стало возможным благодаря уязвимостям и особенностям внутренней архитектуры Vita SDK. Сам по себе Make Self Internal PI не создает Self с нуля, он изменяет уже собранные. Скрипт модифицирует заголовок файла, выставляя в нем специальные флаги и значения, которые обычно зарезервированы для внутренних, то есть internal компонентов консоли. Собственно, об этом и свидетельствует его название. Если дословно перевести Make Self Internal PI, получится сделать self-файл внутренним. Таким образом, файл маскируется под свой и получает доступ в закрытые для обычных приложений зоны системы. Именно такие self используются во многих хаках и экспериментах с системой, чтобы подгружать нестандартные модули, внедрять патчи или просто обходить ограничения. Но важно понимать, что любое подобное вмешательство требует очень тонкой настройки. Один неверный байт, и система откажется грузить модуль или перейдет в панический режим. RP Test App. Название неизвестного тестового приложения, обнаруженного автором оригинального айсберга на полке интернет-архива и предположительно связанного с функцией Remote Play. Приложение Remote Play позволяло подключить свою Vita к PlayStation 3 и таким образом полноценно стримить многие масштабные тайтлы на своей портативке. Собственно, изначально сама утилита так и называлась — Remote Play. Однако в версии прошивки 3.0 в начале названия добавилось PS3. Приложение Remote Play можно заметить на дев-китах, однако мне не удалось найти ни одного видеоподтверждения, где бы обозревался его функционал. А значит, мы что? Правильно, будем теоретизировать. Предположительно, приложение RP Test App могло являться тестовой сборкой для проверки стабильности соединения, трансляции изображения, переназначения кнопок и отображения интерфейса. Также возможно, что приложение использовалось в связке с закрытыми версиями прошивок PS3, а может и для внутренних инженерных задач. До релиза Sony активно демонстрировала возможности Remote Play на выставках вроде The Game Show 2011, когда публике показывали, как на Vita транслируется Killzone 3. Недостающие клавиши, триггеры и L3-R3 предлагалось симулировать через сенсорный экран. В целом, достоверно о RP Test App нам ничего и не известно. Однако факт его существования указывает на то, что Sony серьезно рассчитывала на стриминг как на одну из продающих фишек Vita еще задолго до ее полноценного запуска. Прототипы карт памяти. Как много вопросов и как мало ответов. Подтвержденных сведений о каких-либо прототипах карт памяти для Vita в открытом доступе нет. Однако сама формулировка наводит на определенные размышления. Официальные карты памяти для Vita — это всратые и проприетарные носители, выглядящие как Memory Stick Micro, но по факту представляющие собой устройство с аппаратной защитой Magic Gate. Система Magic Gate была разработана Sony еще в 1999 и применялась во всех поколениях их Memory Stick в великом множестве устройств, от фотоаппаратов
аппаратов и телефонов Sony Ericsson до PSP и самой Vita. Задача системы Magic Gate — обеспечить зашифрованную передачу данных между устройством и носителем для предотвращения подделок и несанкционированной записи. Если упростить, карты памяти Vita — это не просто microSD в другом корпусе. На самом деле они отличаются даже от, на первый взгляд, таких же M2 карт, но для PSP Go. В картах Vita была реализована система сложной аппаратной защиты, которая отвергала любые попытки взаимодействия без нужных ключей. На этом фоне вполне логичным выглядит предположение, что на каком-то из этапов разработки Vita могли существовать инженерные прототипы карт памяти формата M2, используемые исключительно внутри Sony. Аппаратная защита на таких устройствах могла быть полностью или частично отключена, а система Magic Gate могла быть реализована в тестовом режиме. Особенно здесь интересен слух от самого автора Айсберга. Он утверждает, что когда-то видел фотографию карты памяти с надписью PlayStation Vita, а не привычным сокращением PS Vita, что характерно для всех розничных носителей. Увы, фото утеряно, и никаких других подтверждений обнаружить не удалось. Что это могло быть? Ранний макет, внутренний инженерный образец или даже декоративная заглушка для прототипа консоли? Без доказательств остается только гадать. Но сам факт существования такого изображения добавляет интриги. Возможно, когда-нибудь эта карта вновь всплывет, но пока этот пункт остается на границе между технофольклором и инженерной байкой. Слой 16. Одинокая бездна. Внутренний клиент PlayStation Now. PlayStation Now — это облачный сервис, который был запущен в 2014 и позволял транслировать игры PlayStation 2, 3 и 4 на PS5, PS4 и некогда даже на Vita. В 2017 поддержка клиента PS Now для Vita была навсегда прекращена. Однако существует предположение, что кроме доступного пользователям публичного билда, также есть и внутренний клиент PS Now, предназначенный для QA-тестирования и использования внутри самой Sony. По неподтвержденным слухам, это было отдельное приложение, оснащенное логированием, отладочными флагами и расширенной телеметрией. Нечто вроде служебного инструмента для внутреннего тестирования стриминга. Ни одного скриншота, дампа или полноценного упоминания этого клиента в документации обнаружено не было. И все разговоры о нем строятся на косвенных следах, якобы существующих Title ID, отдельных намеках от разработчиков и банальной логике. Если сервис запускался на релизной Vita, его ведь нужно было как-то тестировать. Отсюда разумно полагать, что этот клиент мог использоваться на дев-китах или в составе DEX прошивок и, скорее всего, не покидал пределы лабораторий Sony. Возможно, после сворачивания поддержки PS Now на Vita в 2017 году он был удален или скрыт навсегда. Как и многие другие отладочные инструменты, внутренний клиент PS Now, если и существовал, создавался не для игроков, а для того, чтобы инженеры могли убедиться, что все работает так, как нужно. REX. Вы уже знаете, что глобально существует два вида прошивок. CEX – потребительская, она же розничная, она же ритейловая, с урезанным доступом к системным функциям, и DEX – девкитная, с возможностью отладки, тестирования и более глубокого контроля. Однако между ними есть еще одна промежуточная гибридная форма, которую в сообществе называют REX. REX – это неофициальный термин, обозначающий розничную консоль, которой с помощью патчей и утилит, таких как CEX to REX, был дан доступ к части функций дев и тест-китов. Например, на REX консолях доступны дебаг настройки, региональные и внутриигровые версии PS Store, а также дополнительные пункты в меню и забавные возможности, типа вручения всех трофеев и повышения цен в PlayStation Store. В отличие от DEX, REX не требует полной замены прошивки и изменения ID консоли, а значит, процесс в целом более безопасный и обратимый. Однако функциональность REX ограничена. Например, консоль не может подключаться к Neighborhood. Запуск некоторых функций для разработчиков приводит к крашу, а системная активация дев-кита невозможна из-за аппаратного отсутствия чипа активации. Тем не менее, для большинства задач полудевелоперского характера REX вполне достаточно. Это способ безопасно заглянуть под капот консоли без полноценного перевоплощения в тестовый образец. И хотя перед нами все та же CEX-система, с точки зрения возможностей, это уже нечто большее. Ссылку на плагин CEX to REX я оставлю в своем телеграме. Но сразу предупреждаю, если вы такой же гуманитарий, как я, и у вас нет степени по фотошопу, лучше не лезьте, потому что консоль после полуночи может превратиться в кирпич или стать оборотнем и убежать от вас. В общем, вы предупреждены. CEX to DEX.
И если REX — это костюм разработчика на обычном пользователе, то CEX to DEX почти что пересадка мозга. Как вы могли понять из названия, эта утилита превращает обычную розничную Vita в ее тест-кит-версию с полной сменой консоли ID и последующей установкой DEX прошивки. В отличие от CEX to REX, где изменения касаются скорее внешнего вида и некоторых возможностей оболочки, CEX to DEX глубоко меняет идентичность консоли на системном уровне. Устройство начинает восприниматься как DEX-модель, что с одной стороны дает больше возможностей, но с другой в разы увеличивает риски. Одна ошибка, и ваша Vita вместо Pro-версии станет красивым дизайнерским кирпичиком, о чем автор утилиты честно предупреждает и рекомендует использовать ее только опытным пользователям с холодной головой и прямыми руками. Процедура требует нескольких компонентов: актуальной версии ReFoot, плагина CMap Manager и самой DEX прошивки в формате PAB. После установки консоли ID от тест-кита открывается доступ к dev-функциям, возможности использовать Neighborhood, устанавливать dev-прошивки и выполнять расширенную отладку. Теоретически CEX to DEX все-таки позволяет вернуть консоль в CEX состояние, но далеко не всегда это происходит безболезненно. Откат возможен, но гарантии успеха никто не дает. Ссылку на эту утилиту вместе с архивом всех прошивок я также оставлю в Телеграме, но больше для исследовательских и созерцательных, нежели практических целей. И еще раз предупреждаю, если вы не знаете, что делаете, немедленно прекратите. Берегите себя, дети мои, и не повторяйте это дома без присмотра взрослых. PlayStation Vita pre-альфа. Знакомьтесь, самый первый прототип DevKit, также известный как DTP E3A. Согласно сведениям с нашего любимого сайта Console Variations, он был выпущен в 2009 году в количестве 75 единиц, из которых на текущий момент сохранилась лишь одна. Данный проект получил кодовое название, сюрприз-сюрприз, PSP2, поскольку в 2009 году идеи настолько диссонирующего названия, как Vita, не было и в помине. Но это все лирика. Что же там по технике? Технически данный проект представлял собой блок с экраном и разъемами, подключаемый ленточным кабелем к основной материнской плате. Из гиммиков у DevKit уже имелось две камеры, что удивительно, гироскоп и, что на мой взгляд просто фантастика, сенсорный экран и задняя панель. По-моему, это просто невероятно, что наша любимая корпорация уже в 2009 продумала все фишки будущей консоли, но до прекращения продаж так и не смогла придумать, как грамотно интегрировать их в геймплей и как заставить их продавать консоль. Awe, Sony. Все это безобразие подключалось через USB 5 кабелями, подписанными как сенсор, тачпад фронт, тачпад бэк и, соответственно, камера фронт и камера бэк. Управление этим монстром осуществлялось через третий DualShock, поскольку, если вы не заметили, кнопок и стиков на этом устройстве нет. На некоторых материалах даже видно, как тестеры буквально приклеивают блок с экраном к геймпаду. Также обращаю ваше внимание, что на основной плате с процессором присутствовало гнездо DVI, предназначенное для внезапно вывода изображения с DevKit PS3 на маленький экранчик прототипа консоли. Питалась система от зарядного устройства PSP, поскольку никаких аккумуляторов у этой версии попросту не было. Как я уже упомянул ранее, всего Sony выпустила 75 таких устройств и разослала их студиям и разработчикам, а единственный дошедший до нас экземпляр принадлежит работяге под ником Developer Jeff, который специализируется на разработке и прототипировании разных устройств, а также помогает сохранять видеоигровую историю, за что ему отдельный респект от всей редакции этого канала в лице одного только меня. Но что же в итоге стало с остальными 74 прототипами? По информации с канала Hard4Games, они были уничтожены, что на самом деле очень печально. Что мы имеем в сухом остатке? Данное устройство было самой первой Vita еще до того, как это название вообще появилось, и именно на нем были разработаны первые игры. К сожалению, сейчас запуск какого-либо контента на этом DevKit не представляется возможным из-за того, что программное обеспечение для него было безнадежно утеряно. 9 Up Home. Up Home, как вы помните, это специальное приложение на DevKit'ах Vita, с помощью которого можно было запускать различные пакеты с играми или приложениями через специальную утилиту для ПК Neighborhood. Цифра 9 в названии этого пункта, скорее всего, указывает на количество иконок с Up Home на DEX-комплектах, хотя на самом деле их 10, однако нумерация начинается с нуля и заканчивается на 9. По функционалу App Home 0, надо полагать, никак не отличается от App Home 9 и является лишь дополнительным лаунчером для запуска неподписанного кода, что сделано для удобства разработчиков, проектирующих несколько приложений сразу. Кстати, одно из появлений Up Home в количестве 10 штук зарегистрировано на видео с обзором бета-прошивки 0990, теперь уже очень хорошо известной нам. Дополнительная информация о системе на версии 3.74.
Что нам известно? Меню с дополнительной информацией — это специальное меню на CEX и DEX консолях, попасть в которое можно, выполнив определенную комбинацию или установив плагин C-Sident. На старых прошивках до версии 3.15 была довольно простая комбинация клавиш, идентичная, кстати, комбинации на PSP и PS3, а вот на новых другая, более сложная и требующая практики. Для обычного пользователя это меню не представляет, в общем-то, никакой пользы, но оно имеет важное значение для разработчиков. Именно оно подтверждает существование внутренних версий прошивок, помогает отличить тестовые консоли от розничных и в целом дает гораздо больше информации, чем обычное системное меню. Однако, при чем здесь версия прошивки 3.74, лично для меня загадка, но у меня есть несколько версий. Во-первых, со слов Princess of Sleeping, на консолях с прошивкой от 3.15 старая комбинация уже не работает, а новая сработает лишь в том случае, если на консоли стоят некоторые дебаг-флаги. Во-вторых, можно предположить, что в версии 3.74 Sony что-то изменили в самом меню или его содержимом, но подтверждений этому пока нет. Так что, скорее всего, упоминание именно версии 3.74 просто маркер высшей сложности доступа к этому разделу. Слой 17. Мертвые льды. SD0. SD0 — один из тех разделов системы, существование которых подтверждено, но назначение которых покрыто дымкой домыслов. Упоминания о SD0 всплывают в различных документах, связанных с дев-китами и внутренними прототипами PS Vita. Судя по имеющейся у нас информации, можно предположить, что SD0 — это специальный раздел в файловой системе консоли, монтируемый при особых условиях, например, в режиме производства или для прошивки устройств. Согласно разрозненным данным, SD0, скорее всего, связан с SD-картой, вставленной в слот картриджа. Так, при активированном производственном режиме консоль запускает отладочные утилиты или образы прошивки не только из привычного UX0, но и напрямую с SD0. Например, упомянутый в самом начале видео PSP2 Diac Self запускается именно оттуда. Сам раздел SD0, вероятно, представляет собой FAT16 том, используемый в тестовых консолях и дев-китах для хранения временных файлов, установщиков и диагностических образов. Кроме того, есть основания считать, что доступом к SD0 располагают только инженерные и IDO устройства, поскольку в розничных CEX моделях монтирование SD0 запрещено на уровне прошивки. Также интересно, что некоторые модели с поддержкой SD0 демонстрировались на выставках и обладали уникальной прошивкой, в которой этот раздел использовался как полноценный внешний носитель. Возможно, SD0 — это всего лишь отладочный костыль, созданный для удобства разработчиков и инженеров, а возможно, он позволял загружать образ системы прямо с карты памяти, вставленной в слот для картриджа. Как бы там ни было, для обычного пользователя SD0 до сих пор остается закрытым разделом, а вот к теме официальной SD2 Vita мы еще вернемся. Media ID. Это служебный раздел на картриджах и картах памяти Vita, используемый для уникальной идентификации текущей сессии. Говоря простым языком, его главная задача — защищать консоль от горячей замены носителя во сне. Перед тем, как Vita уйдет в режим сна, система генерирует уникальное случайное число — Sleep Session ID и записывает его в раздел Media ID. При пробуждении консоли это число сверяется, и если оно не совпадает, консоль понимает, что носитель был заменен во сне, и аварийно отключается, предотвращая потенциальные атаки на файловую систему или механизм шифрования. Раздел Media ID относится к самой низкоуровневой части карты, той самой, что не видна пользователю. И это только вершина айсберга. Чтобы консоль вообще могла прочитать карту памяти, между ними происходит полноценная аутентификация, основанная на каких-то там душных алгоритмах с непроизносимым названием и специализированных ключевых хранилищах. Вся суть в том, что карта Vita — это не просто флешка всратой формы. Это устройство с уникальным зашифрованным ключом, зашитым на заводе и подписанным цифровой подписью. Именно этот ключ считывается и сверяется с помощью криптографической проверки при помощи драйвера SCE-MSIF и служебных модулей. Без правильной аутентификации доступ к карте будет невозможен. Модифицировать эту систему непросто. Аппаратная подделка карт невозможна без закрытого приватного ключа, а программная подмена требует точечного патчинга системных модулей, что является отнюдь нетривиальной задачей. Таким образом, Media ID — это не просто служебный раздел. Это огромная
сложная система защиты данных, которая интегрирована в архитектуру консоли. Нарушение целостности Media ID — это один из немногих способов заставить Виту резко проснуться и сразу же после вырубиться, благодаря чему система защищается от несанкционированного вмешательства. Кстати, это и есть причина, по которой китайцы до сих пор не научились подделывать M2 карты для Vita. Ведь даже если скопировать содержимое карты побитого, без корректной подписи консоль просто откажется с ней работать. Да и особого смысла в этом давно нет. SD to Vita полностью решает вопрос с объемом памяти, а стоит как пара булок хлеба. Однако есть и хорошие новости, точнее, гипотетические. Они уже не про Vita, а про ее старшего брата, PSP Go. Теоретически, разработка переходника на M2 карты для нее все-таки возможна, поскольку PSP Go использует карты памяти прошлого поколения, без криптографической аутентификации. Однако, все упирается в габариты. MicroSD по размеру практически равна M2. Конечно, есть еще NanoSD, но даже с ней компоновка в потенциальном адаптере будет чрезмерно плотной. Правда, если когда-нибудь изобретут PicoSD, а я стану инженером, быть может, мы и увидим такой адаптер. По крайней мере, в моих влажных гуманитарных снах. Rich-даптер. Впрочем, я не был одинок в своей безумной идее создать переходник с SD на Memory Stick Micro. Rich-даптер — это устройство из самого начала истории SD to Vita. Первая попытка и, по сути, ее праотец, о котором сейчас мало кто знает. И неудивительно, Rich-даптер пытался идти тем путем, который с самого начала кончался тупиком. В середине десятых разработчик под ником RichDevX предпринял несколько попыток создать переходник с microSD на M2 Magic Gate карты. Идея была проста. Надо было просто повторить концепцию похожего адаптера, но для PSP Go, и всего лишь что впихнуть невпихуемое. Первым прототипом стала вот такая плата в форме ключика, к которому подсоединялся Memory Stick Micro. Что? Ладно. В любом случае, уже на этом этапе можно было заметить, что никнеймов, видимо, от работяг, задонативших на реализацию проекта, на плате больше, чем самих контактов. В работе все это безобразие выглядело как-то так. Не очень практично и удобно, но не забывайте, это всего лишь первый прототип, на котором, впрочем, все внезапно и закончилось. Несмотря на то, что сам разработчик проекта был настроен решительно и даже планировал запустить массовое производство рич-даптеров, а по интернету то и дело мелькали статьи, утверждающие, что скоро все будет бесплатно и, наверное, вообще не надо будет умирать, все розовые мечты о переходнике скоропостижно разбились о суровую реальность. Как нам теперь известно, просто разработать схему адаптера было недостаточно. Необходимо было еще взломать шифрование карты, что было и остается задачей невозможной. Но ведь победа была так близка. Консоль ведь даже считывала карту памяти и просила ее отформатировать. Однако, как впоследствии объяснил Ефан Лю, такая реакция консоли ровным счетом ничего не доказывает. Карта не читается, шина не инициализирована, и поэтому система просто предлагает стереть то, что не может распознать. Классика обманчивой надежды. Позднее в сообществе Rich-даптер вспоминали не без ухмылки, как неоправданно разрекламированный переходник для переходника, состоявший из microSD to Memory Stick и Memory Stick to M2. Адаптер в адаптере. Слоеный пирог инженерного абсурда. Из дня сегодняшнего можно сказать, что Rich-даптер — это памятник времени, когда желания пользователей опережали возможности реверс-инжиниринга. Проект умер, так и не дождавшись официального релиза, уступив место куда более жизнеспособной идее SD to Vita, использующей уязвимый слот картриджа, а не защищенный 7 печатями разъем карты памяти. Официальная SD to Vita. Чего только удивительного в этом айсберге не встретишь. Я, наверное, не преувеличу, если скажу, что каждый из вас знает, что такое SD to Vita, и, скорее всего, пользуется ей. Некоторым из вас, возможно, даже известна история этого адаптера. Как все начиналось с простой платы, которую приходилось доставать пинцетом, и закончилось почти сертифицированным устройством с серийными номерами. Кто-то из вас, быть может, даже был свидетелем этих событий и следил за их развитием. Однако, то, что я скажу сейчас, может повергнуть вас в ужас. У Sony была официальная SD to Vita. Да-да, вы не ослышались. Та самая корпорация, которая решила, что microSD — это слишком просто и дешево, и вместо этого изобрела новую степень страдания в виде проприетарных M2 карт, вдруг сделала официальный переходник для SD-карт. Правда, справедливости ради, официальной именно что SD to Vita в привычном нам смысле она не была. Это был не переходник, а скорее внутреннее инженерное устройство, использовавшееся, по словам инсайдеров, в производственных и сервисных целях для отладки,
записи прошивок и, возможно, оживление мертвых вид. Подключалось оно в слот для картриджа и эмулировало SD-карту. То есть это не совсем SD to Vita, а скорее SD-эмулятор в форм-факторе картриджа, который был подключен к компьютеру и предположительно позволял консоли загружать образы напрямую в систему, минуя привычные ее ограничения. Никаких подтверждающих фотографий до сих пор не найдено, но некоторые люди в сообществе утверждают, что видели его своими глазами. Выглядел он, опять же по слухам, как обычный картридж со шлейфом или интерфейсом для подключения к ПК. Также неизвестно, был ли в нем полноценный контроллер, но в рамках завода или сервисных центров Sony он вполне мог служить универсальным решением для работы с прошивкой и внутренними системами консоли. Разумеется, пользователи не получили доступ к этой технологии. Более того, о ее существовании долгое время знали только единицы. И только с течением лет эта информация постепенно всплыла в виде обрывков сведений, рассказов очевидцев и догадок технически подкованных энтузиастов. Любопытно, что по словам одного из исследователей с Reddit, сам код, лежащий в основе привычных всем китайских SD2Vita адаптеров, изначально происходил из официального девкита. То есть, грубо говоря, сообщество просто позаимствовало то, что когда-то было предназначено исключительно для внутреннего использования, модифицировало, упростило и адаптировало под массовое применение. Так что, когда вы в следующий раз будете вставлять свою SD2Vita, помните, что в ней частично течет кровь девкита. CEX4 Tool. Для начала разберемся с тем, что такое Tool. К консолям категории Tool обычно относят дев-киты самого высокого уровня, предназначенные исключительно для работы с DEX-сборками и специальными отладочными утилитами. Выше я уже рассказывал, как обычную ритейловую консоль можно частично превратить в дев-кит. Но что если сам дев-кит нужно заставить вести себя как обычную CEX-систему? Оказывается, такая возможность действительно официально предусмотрена самой Sony. Внутри некоторых прошивок, например, System Debugger 3.6.0.11, сообщество обнаружило прямое упоминание CEX4 Tool в файле index.dat. Такая прошивка внешне напоминает обычную CEX, разве что не содержит дебаг настроек, однако по-прежнему сохраняет доступ к системному отладчику и низкоуровневым логам. Это делает ее идеальной для внутренних тестов розничного ПО на девките, чтобы отлавливать баги до релиза. Таким образом, CEX4 Tool — это не хак и не переключаемый режим, а полноценная официальная сборка от Sony, заставляющая девкит вести себя как обычная розничная консоль. Все картриджи перезаписываемы. Косвенно мы затрагивали тему того, что картриджи являются перезаписываемыми еще в первой части. Там я упоминал, что в файловой системе некоторых игровых картриджей есть раздел GRV0, что, к слову, означает Game Read Write, и что в нем хранятся сейвы, патчи и DLC. Также на картриджах и, как мы теперь знаем, картах памяти есть раздел Media ID, и технически его тоже можно назвать перезаписываемым. Наконец, последний раздел на картриджах — это GRO0, то есть Game Read Only, и именно на нем хранится сама игра. И, как вы могли понять из названия, изменять его содержимое нельзя. Хотя даже GRV0 нельзя просто так модифицировать из пользовательского режима, так как его защита построена на SIMD56 аутентификации. Все же существует один нюанс, который в теории открывает возможность полной перезаписи картриджа. Игровые картриджи PS Vita представляют собой модифицированный вариант MMC-устройств. В ту же категорию входят и знакомые всем SD-карты. Если очень грубо, картридж Vita — это SD-карта, просто другой формы и с некоторыми техническими особенностями, но именно аппаратно они очень близки. Картриджи используют проприетарный протокол, шифрование и уникальные ключи, полностью блокирующие запись. Однако, если бы мы располагали всей необходимой информацией, ключами, точной последовательностью SIMD56 команд и пониманием процесса аутентификации, мы действительно могли бы обращаться с картриджем как с обычной флешкой, форматировать, записывать образы игр и менять содержимое. Что примечательно, именно так и поступают девкиты и QA-консоли. Там используются такие же картриджи, возможно, с измененной прошивкой контроллера, но с разблокированной возможностью записи. Разработчики могут перезаписывать их множество раз, заливая разные билды игр. То есть железо картриджа умеет это, а все ограничения реализованы на уровне прошивки, криптографии и доверенного кода. Фактически это означает, что любые разговоры о перезаписываемых картриджах упираются не в физическую невозможность как таковую, а в отсутствие доступа. Мы имеем дверь, открыть которую можно только с помощью сложного ритуала
виртуала и имея правильный ключ. Без этого все, что мы можем, лишь читать GRO0 и, в лучшем случае, через эксплойты копаться в GRV0. Сообщество пыталось обойти эту защиту. В некоторых сборках ReFood и других низкоуровневых проектах предпринимались попытки работать с картриджами напрямую. Но все тормозилось об FUT, криптопроцессор, контролирующий доверенную цепочку команд. Пока его невозможно обмануть или обойти, запись на картридж останется недоступной. Контроллер картриджа просто не даст завершить операцию. Также кому-то может вспомниться Cobra Blackfin, одно из первых пиратских устройств на Вите, о котором мы говорили в прошлой части. Однако и оно не перезаписывало содержимое картриджа, а просто его клонировало. Что же в сухом остатке? Картридж для Виты действительно можно перезаписывать. Теория подтверждена. Однако на практике у нас пока нет возможности это реализовать. Да и острой необходимости в целом тоже. Тестовые картриджи. Продолжаем разговор о картриджах и плавно перетекаем к уже упомянутым в прошлом пункте тестовым картриджам для разработчиков и тестеров. В общем-то, этот пункт как будто и не требует никаких объяснений. Словно и так очевидно, что Sony раздавала или продавала тестовые картриджи, которые были предназначены для загрузки на них билдов, их тестирования и повторной загрузки уже исправленной версии игры или приложения. Вся сложность этого пункта именно в полном отсутствии документальных подтверждений существования таких картриджей, что по меньшей мере невероятно. Сообществу удалось раскопать, наверное, почти все существовавшие когда-либо версии консолей, включая дев-киты, и даже найти генератор токенов для QA-флагов, но не тестовый картридж, которых, очевидно, должно быть навалом. Версий, почему так получилось, у меня две. Реалистичная и неинтересная. Неинтересная, тестовых картриджей никогда не существовало. Расходимся. Но вы же не за этим сюда пришли. Поэтому реалистичная. Тестовые картриджи уничтожались сразу после успешного теста финальной версии игры и ее релиза, а немногочисленные оставшиеся в живых экземпляры хранятся в архивах и закромах студий, что подтверждается словами некоторых разработчиков, находивших в офисах пустые картриджи. Возможно, когда-нибудь они случайно всплывут в сети, как это случилось с мифической Nintendo PlayStation. А пока нам остается только терпеливо ждать. Что же касается технических характеристик тестовых картриджей, мы можем лишь строить предположения. Вероятно, они отличались от своих розничных собратьев возможностью полной перезаписи, либо из-за отсутствия криптографической защиты, либо благодаря специальному флагу на контроллере. Прототип PlayStation TV без маркировки. Мы постепенно спускаемся все глубже и уже почти вплотную подошли к самому густому слою этого айсберга. Поэтому для начала небольшая интродукция. Прототип PlayStation TV без маркировки, как нетрудно догадаться по названию, это один из внутренних прототипов PlayStation TV, предназначенный для тестов и разработчиков. Внешне представлял собой обычную белую Vita TV со всеми интерфейсами, однако на нижней части устройства был лишь логотип PlayStation, без серийных номеров и маркировок TV. Бегала данная консоль на DirectX прошивки неизвестной версии. И, собственно, это все. Поэтому давайте поговорим о том, что я тактично проигнорировал в первой части айсберга в разговоре о лимитках, а именно о лимитках PS TV. Да, они тоже были. Из интересного — лимитка, посвященная японской игре Хокоуки, поставлявшаяся с 5 значками. Консоль была белой, как, в общем, и все лимитки Vita TV, и имела дизайн, посвященный игре. Ну и белая TV-шка с данганронпой. В комплекте с консолью ушла еще какая-то странная, карточка, наверное, и геймпад. Кроме них также выпускались лимитки по Heaven's Sword, Yakuza, Phantasy Star Nova, God Eater, Doka Demo Issue и Gundam. Почти все из них поставлялись с белым DualShock 3 в комплекте. И, как я понимаю, с картриджем с игрой, которой посвящена конкретная лимитка. Все лимитки PS TV были разработаны специально для японского рынка и распространялись именно на нем. PS TV Dock. Вот это вообще ржомба. Представьте себе, вы счастливый, или скорее просто смирившийся обладатель Vita TV. Купили себе эту мини-консоль для такой же своей мини-однушки в ипотеку где-нибудь в Японии. Вы пытаетесь наслаждаться жизнью, в то время как все ваши знакомые оказались адекватными людьми и купили себе обычную Виту. Фатку или слимку, не суть. Но вы решили отважно справляться со всеми ограничениями своей игрушки. Вы самурай, у вас нет цели, есть только путь. И Vita TV. И рано или поздно этот путь приводит вас к единственному логичному желанию — превратить стационарную консоль в портативную. Не спрашивайте почему. Таков путь.
И вот перед вами не какая-нибудь китайская поделка с вокзала, а настоящая док-станция для PS TV. Что она делает, догадаться несложно. Превращает стационарную консоль в переносную. Вдохните, выдохните. Постарайтесь не атаковать себя вопросом «зачем?». Это чудо инженерной дерзости выпускала компания GameTek под названием Deca Vita 7. И если на секунду отбросить сарказм, устройство действительно интересное. Тут вам и 7-дюймовый экран, в то время как у Vita 5-дюймовый, и встроенный аккумулятор на 5000 мАч, что в 2 раза больше, чем у Vita. И, судя по видео, собрано все это на удивление добротно. Пусть местами и выглядит немного всрато. В свою очередь размер впечатляет. Док почти в 2 раза больше обычной Vita. Работает все просто. Вставляешь свою PS TV в слот сзади, фиксируешь ползунком и вуаля, теперь ты обладатель портативной консоли. И некоторых комплексов из-за ее размеров. Правда, экран не сенсорный, задний тачпад тоже отсутствует, гироскопа, скорее всего, тоже нет. Но зачем смотреть в прошлое, когда можно смотреть в 7 дюймов будущего? Самое интересное — набор клавиш у дока. Тут все как у полноценных DualShock'ов. Есть триггеры и нажимаются стики. Будут ли они работать в Homebrew портах, где это необходимо? Вопрос открытый. Все-таки задумывалось это для другого. Но для чего же тогда? Для подключения к PlayStation 3. Да, вы можете подключить этого монстра к PlayStation 3, стримить игры напрямую, без задержек и даже управлять ею. При подключении через USB система распознает устройство как геймпад. Но и это не предел. Теоретически можно подключить любую консоль, хоть Xbox, хоть Nintendo, и играть на 7-дюймовом экране, без задержек. И шансов объяснить друзьям, зачем вы это делаете. Это были 10-е. Мы стримили как могли. А если без стёба, Deca Vita действительно выглядит как любопытное, смелое и, по тем временам, весьма инновационное устройство. Просто, как это бывает с инновациями, приживается далеко не все. Слой 18. Пустота разума. Серый прототип. Хотя этот слой называется «пустота разума», я бы скорее назвал его «полнотой», поскольку писать его было проще всего, а информации о прототипах за все время накопилось достаточно много, хоть и не настолько, чтобы ответить на все возможные вопросы. В общем, дамы и господа, слой про прототипы. Добро пожаловать. Серый прототип — это неофициальное название прототипа Vita, который разительно отличается от финальной версии консоли. Во-первых, положением стиков, во-вторых, отсутствием камеры и кнопок Start и Select, по крайней мере на передней панели. В-третьих, сами кнопки не подписаны, а кнопка PlayStation находится слева над крестовиной. Да и чего уж тут, внешне консоль выглядит очень необычно. Эту версию Vita по праву можно назвать самой редкой и мистической, поскольку никто и никогда не заявлял о том, что владеет ей. Более того, удивительно, но у интернета даже нет никаких документальных подтверждений, что эта консоль когда-либо вообще существовала физически. Все, что у нас есть, это шакальное вступительное видео из прошивки 0990. То есть, буквально, у тебя есть консоль? Лучше, у меня есть видео с консолью. Несмотря на это, по предположению сайта Console Variations, серый прототип мог быть выпущен тиражом до 50 экземпляров. Однако, лично мне кажется, что все гораздо прозаичнее, и серого прототипа, как такового, никогда не существовало. Если приглядеться, можно заметить слишком много странных и подозрительных деталей, не свойственных даже прототипам, тем более на финальных стадиях производства. Во-первых, это слишком толстые рамки. Во-вторых, элементы управления, то есть кнопки, крестовина и стики, выглядят ненатурально. Так, словно ими на самом деле нельзя двигать и нажимать, будто они вклеены, что косвенно подтверждается тем, что в видео демонстрируется лишь работа сенсорного экрана. В-третьих, как я говорил ранее, нет камеры и кнопок Start и Select, а кнопка PlayStation слишком выбивается из такого монолитного графитового дизайна. И финалочка. В нижней части прототипа присутствует блок с гнездами, как на вышеописанных DEM3000G и DEM3000H, а сама консоль демонстрируется лишь с фронтальной стороны. Ни сбоку, ни сзади, только спереди. К чему я веду? А что если серый прототип — это никакая не самостоятельная версия консоли, а всего лишь DEM3000G или H, поверх которой налепили панель с муляжом кнопок и стиков, а само видео в прошивке 0990 — обычный placeholder, призванный показать только близкий к финальному внешний вид консоли, но никак не ее функции. Вы, конечно, можете возразить, что в видео есть момент, когда показывают
указано нажатие на кнопку PlayStation. Но и там все как-то не слава богу. После нажатия на нее есть очень заметная задержка. Я не берусь что-то однозначно утверждать, но уж слишком много странных совпадений в этом деле. Полное отсутствие хоть каких-то подтверждений физического существования прототипа, даже дополнительных фото и видеоматериалов с ним, подозрительный внешний вид кнопок и стиков, а при наложении DEM3000G или H на серый прототип совпадение идеальное. На самом деле, если я правда прав, то, походу, я единственный человек в интернете, который до этого догадался. Наверное, потому что я в целом единственный человек, которому это интересно, но в итоге я поделился этой мыслью с автором оригинального айсберга, и он сказал, что никогда о таком не слышал. Я рассказал об этом в чате PG-комьюнити, и там меня попросили найти себе работу. Я выложил свое открытие на Reddit, и, в общем, да, один работяга, тот самый, кстати, благодаря которому этот слой получился таким подробным, сказал, что обнаружил это уже давно и говорил об этом всем. Однако людям больше нравится верить в таинственный, редкий прототип. И их сложно в этом обвинить. Ведь если бы серый прототип не оказался обычной мистификацией, а информация о нем лежала на поверхности, сама Vita, да и айсберг по ней были бы гораздо скучнее. Vita Kiosks. Vita Kiosk, они же IDU. Это консоли, предназначенные для демонстрации в розничных магазинах. Киоск-версии Vita обладают отличными от ритейловых консолей функциями и некоторыми дополнительными настройками. Включаются они при подключении к источнику питания, а при подключении к интернету автоматически обновляются до последней прошивки. Процесс обновления можно отменить вручную, но если этого не делать, актуальная прошивка будет установлена автоматически, не запрашивая у пользователя принятия лицензионных соглашений. Железно же киоск Vita никак не отличаются от обычных консолей. Киоском делает их исключительно прошивка. По дефолту IDU устройства работают в демонстрационном режиме, где зоны Live Area циклически перелистываются. Играть можно только в демо-версии игр и не более 5 минут, после чего система либо выключается, либо снова возвращается на главный экран. Существует два типа IDU консолей. Первые — это так называемые настоящие IDU. На них присутствует наклейка не для продажи, а также они имеют физическую блокировку картриджа. То есть слот для картриджа на них зафиксирован винтом под шестигранник, и его нельзя открыть. Сделано это для того, чтобы всякие весельчаки не воровали картриджи со стендов. Но в итоге весельчаки начали воровать консоли целиком. Странно. Видимо, надо было и их прикрутить. Второй тип IDU устройств — конвертированные, то есть обычные розничные консоли, на которых был активирован IDU режим. В интернете зарегистрировано несколько случаев, когда незадачливые бедолаги покупали с рук киоск консоли и в итоге получали неиграбельные устройства. Впрочем, снять или же наоборот включить демо-режим можно с помощью специального сертифицированного картриджа от Sony. Получить такой картридж чуть более чем невозможно, а потому хакеры нашли обходной путь. Если у вас все-таки оказалась киоск Vita, ее навсегда можно привести к состоянию обычной, зажав левый и правый бамперы, крестовину вверх и кнопку «Старт». А после того, как надпись «Демо-мод» пропадет, останется лишь установить хен. Кстати, сами киоски с Витами выглядели как-то так. DEM3000JEC. DEM3000JEC — это целое семейство прототипов девкитов PS Vita, выпущенное в феврале 2011 года. Сама аббревиатура JEC обозначает Japan Europe Compliance. Данный прототип хронологически следует за DEM3000H и, в отличие от него, внешне был уже очень близок к финальной версии консоли. В комплекте с этим и всеми остальными прототипами поставлялся Ethernet-адаптер и адаптер питания, проприетарный USB-кабель, кабель мини-USB для отладки и короткий документ с информацией об устройстве. Прототип DEM3000JEC использовался для прохождения обязательной сертификации беспроводных интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth в Японии и Европе. Такие модели предоставлялись регулирующим органам МВД Японии и Японкомнадзору для тестирования мощности антенн, частотных характеристик и уровня помех. Это позволяло Sony официально вывести PS Vita на международный рынок в соответствии с требованиями безопасности и стандартами связи. В сети есть видео со сборкой одного из экземпляров DEM3000JEC, из которого становится известно, что на устройстве стояла ранее неизвестная прошивка 373, предназначенная для девкитов. Чтобы получить к ней доступ, хакерам пришлось полностью разобрать консоль и заменить батарейку RTC. В итоге прошивку удалось успешно дампнуть, и она была выложена в открытый доступ. Кстати, автор оригинального айсберга, который издампил ее, выложил на гитхабе файлы огромного количества прошивок, причем не только ритейловых и девкитовых версий, но и кучу других. Если начать разбирать
собрать каждую, уверен, можно будет насобирать материала на еще один айсберг, посвященный Lost Media и X-файлам на Вите. Так что дерзайте. Ссылку на репозиторий со всеми дампами я оставлю в своем телеграм-канале. Само же видео с обзором внутренностей консоли, помимо прочего, дает лучшее представление о физическом состоянии устройства. Сборка у него довольно грязная и хрупкая. Пластик легко гнется, некоторые винты отсутствуют, а один из шлейфов настолько тонкий и уязвимый, что создает кучу проблем при разборке консоли. Все это подчеркивает, что DEM 3000J EC далеко не финальное устройство, а скорее промежуточная инженерная версия, разработанная для внутреннего тестирования. DEM 3000K. И это следующий по хронологии прототип DevKit, выпущенный в марте 2011 года. Одно из немногочисленных отличий от прошлой версии заключается в отсутствии на корпусе логотипа PS Vita. Внешне был похож на релизные прототипы линейки PDEL-1000, за исключением изогнутых краев корпуса и немного отличавшейся печатью на кнопках. Из коробки этот DevKit имеет прошивку 0990, а на материнской плате присутствует наклейка с надписью New Engineering Validation Test, которая указывает на то, что это обновленный инженерный образец, то есть данное устройство использовалось на стадии проверки новых аппаратных решений. DEM 3000L. DEM 3000L — это один из финальных прототипов DevKit'ов PS Vita, выпущенный в мае 2011 года. Данная модель стала логическим продолжением модели DEM 3000K и была предназначена для крупных игровых студий, чтобы начать разработку софта под финальное железо до официального релиза. Внешне этот DevKit был очень похож на прошлую версию DEM 3000K. Также отсутствовала надпись PS Vita на лицевой панели, а печать на кнопках отличалась от релизной версии. Родная прошивка этой модели уже 0995. Кроме этого, материнская плата DEM 3000L отмечена стикером New DVT-1. DVT — это стадия перед производством устройства, когда инженеры полностью проверяют финальное железо. И в этом случае наклейка говорит о том, что данный прототип был уже практически конечный, но еще не готовый к серийному выпуску версии консоли. DEM 3000P. Финальный прототип DevKit'а PS Vita, выпущенный в июле 2011 года. Данный прототип использовался преимущественно для прохождения сертификации, в частности Федеральной комиссии по коммуникациям США, о чем прямо говорится в документах. А визуально он полностью совпадает с финальным релизом, включая корпус, кнопки и компоновку элементов. На материнскую плату был наклеен стикер с обозначением Design Validation Test Revision 2, а из коробки на устройстве стояла прошивка 0.996.0.90 или 1.0. DEM 3000P стал своего рода финальной репетицией перед массовым запуском. Он был уже не столько экспериментом, сколько инструментом для юридических и технических процедур, необходимых для выхода Vita на рынок. DEM 3000R. И вот мы наконец-то дошли до последнего прототипа DevKit'ов. DEM 3000R — один из самых слабо задокументированных прототипов. Он был выпущен в сентябре 2011 года, всего за 2 месяца до релиза самой консоли. По большому счету, DEM 3000R — это полная копия прошлой версии DEM 3000P, созданная лишь для прохождения европейской сертификации. На материнской плате присутствует наклейка Production Validation Test, что говорит о предпроизводственном статусе устройства. Иными словами, это был не новый этап развития, а просто европейская версия уже разработанного DevKit'а, подтверждающая, что устройство готово к производству и продаже на этом рынке. TEF V1000-2000. Но вы же не думали, что на этом все закончится? Ведь да, впереди еще прототипы тест-китов. И, впрочем, об этом позже. TEF 1000 и 2000 — это прототипы тест-китов, также известных как PTEL 1000 и 2000, о которых мы говорили в прошлой части. В целом о них мало что известно, и даже на любимой PS Dev Wiki они упоминаются вскользь. Поэтому будем руководствоваться тем, что имеем. Обе модели — тестовые комплекты, использовавшиеся на финальных стадиях разработки и сертификации. Обе работают на DEX-прошивке, что позволяет устанавливать неподписанные пакеты и выполнять отладочные функции. Однако для полноценного пользования устройством было необходимо активировать прошивку по инструкции от Sony, собственно, как и в младших тест и DevKit'ах. Наконец, обе модели использовались для прохождения сертификации перед выпуском готовых тест-китов. Различие в моделях заключается, как нетрудно догадаться, во внешнем виде. 1000-я повторяла дизайн PS Vita Fat, а 2000-я — Slim. Дополнительные интерфейсы вроде HDMI и мини-USB, как у DevKit'ов, на них отсутствуют. TEF V1000 предположительно производился
появилась в январе 2012 Когда производился TF-V2000, достоверно неизвестно. Однако его демонстрировали на многих публичных мероприятиях, вроде The Game Show 2013, из чего можно сделать вывод, что производили его где-то в то же время. Еще из интересного, некоторые экземпляры Slim прототипа не имели задней наклейки, а также помимо традиционного черного выпускались еще и в белом, оранжевом, розовом и желтом цветах. PS Vita 500. Что первое приходит вам в голову, когда вы слышите PS Vita 500? Я вот почему-то думаю про какой-то ранний концепт прототип консоли. Однако на деле все гораздо скучнее. PS Vita 500 — это неиграбельный промо-муляж Vita, предназначенный для выставок и витрин. Внешне он выглядит как обычная консоль, но кнопки не нажимаются, стики не двигаются, а внутри находится металлическая пластина, придающая макету нужный вес, чтобы он ощущался как настоящая Vita. И несмотря на то, что это муляж, уверен, его обладатели сегодня могут озолотиться, если продадут его коллекционерам, поскольку PS Vita 500 довольно редкий гость, хоть и не настолько ценный, как вышеописанные прототипы. Удивительно, но это еще не все. Даже в муляже есть кое-что интересное, а именно на приложенном стикере указано, что PS Vita 500 — это европейская версия прототипа CEM 3000 VP1, о котором мы поговорим ниже. И это тоже еще не конец. PS Vita 500, как несложно догадаться, не была единственным муляжом. Так, на Tokyo Game Show 2011 Sony показала 8 разных цветных консолей, большинство из которых так и не попали в продажу. Это были такие же нерабочие демонстрационные версии фатки: лаймового, аметистового, алого, малинового, индиго, бирюзового, белого и оранжевого цветов. Некоторые из показанных там дизайнов действительно выглядят очень интересно и необычно. Также существует еще по меньшей мере 4 версии консоли в черном, белом, красном и синем исполнении, с корпусами от настоящей Виты, но без материнской платы. Что примечательно, платы кнопок и стиков на этих муляжах оставлены и, вероятно, даже нажимаются. Сделано это было для того, чтобы кнопки не болтались внутри макета. У этих версий консоли нет серийных номеров, и, как и все описанные выше макеты, они, конечно же, не включаются. CEM 3000 NE2. От DEX прототипов отдохнули. Переходим к еще более объемной, но скучной теме – прототипам пользовательских, то есть ритейловых устройств. Наберите воздуха в грудь. Для начала аббревиатура CEM означает Consumer Engineering Model и используется для обозначения, собственно, прототипов розничных консолей. Данная линейка содержит более десятка устройств, но, дабы не душнить, некоторые из них, ввиду малых отличий, я буду группировать и рассказывать о них вместе с другими. CEM 3000 NE2 – это один из первых и, пожалуй, самых известных прототипов розничной версии PS Vita. Он был частым гостем разных крупных выставок, например, E3, Gamescom, The Game Show и Eurogamer Expo. Именно этот прототип первыми могли подержать в руках журналисты и блогеры, и именно на нем запускались демо-версии стартовых игр. Сам корпус данной модели имел узнаваемый черный окрас с серебряной окантовкой, как у FAT-версии. По функционалу CEM 3000 NE2 представляет собой тест-кит на DEX прошивке 0990-070. На экране Live Area у этого прототипа отображается 10 иконок Up Home. Кроме прочего, эта модель, как и все девкиты, была способна монтировать внешний накопитель в раздел SD0, о котором мы говорили ранее. Этот прототип стал символом зарождения Vita. Именно его чаще всего можно увидеть на фотографиях с презентации 2011 года. И можно сказать, что именно с CEM 3000 NE2 началась публичная история PS Vita, хоть и под видом неполноценного DEX устройства. CEM 3000 ND1. Следующий по хронологии прототип, который является одним из первых вариантов финального дизайна Vita, также был выпущен в июле 2011 и предназначался для внутреннего тестирования. Прототип CEM 3000 ND1 работал на прошивке 1.0, имел материнскую плату, как у ритейловых версий консоли, и принимал участие в FCC-сертификации FAT-версии Vita. Из внешних отличий фронтальная камера была немного смещена к центру, а крышка слота для карты памяти плохо держалась и была слишком расхлябанной. CEM 3000 VD1. CEM 3000 VD1 — это более поздняя ревизия предыдущего прототипа, выпущенная в июле 2011 года. Данная модель поддерживала 3G и, соответственно, использовалась для прохождения FCC-сертификации 3G-версии Vita, также известной как PCH 1100. Внешне этот прототип идентичен прошлой версии. Фронталка также смещена к центру, а крышка все еще была расхлябанной. Помимо прочего, к этой версии также относится модель CEM 3000 VE1, выпускавшаяся в 2012
этом в черном и белом цветах и имевшая необычную черную окантовку, как у DevKit'ов. На передней панели у этого экземпляра отсутствовал логотип Vita, а кнопки были полностью черными, без печати, что намекает на тестовое предназначение устройства. CEM 3000 VP1. И вот мы наконец добрались до той самой консоли, код которой был указан на PS Vita 500. CEM 3000 VP1 — это одна из финальных предрелизных моделей PS Vita. Была выпущена в первой половине сентября 2011 и представляла собой полноценную 3G-версию Vita, максимально приближенную к финальной розничной версии. Фронтальную камеру вернули в привычное положение, а крышку слота для карт памяти наконец-то починили. Данный прототип работал как на DEX, так и на CEX прошивках и использовался для сертификации модели PCH 1100 в Европе. То есть, по сути, он был идентичен прототипу из следующего пункта, за исключением того, что имел 3G-модуль. Время от времени данные прототипы всплывают на вторичном рынке, а один из них, по данным с PS Dev Wiki, принадлежит отечественному порталу Konobu. Однако мне эту информацию подтвердить не удалось. CEM 3000 NP1. Это финальная стадия прототипов перед розничной продажей. Аббревиатура NP, скорее всего, обозначает Near Production, а наклейки на устройствах указывают на финальный этап разработки, а именно Production Validation Test. К данной стадии относятся 4 консоли, 2 из которых нам известны — это First Sample и Second Sample, а оставшиеся 2 почти не задокументированы. Но обо всех по порядку. Экземпляр First Sample был выпущен в конце сентября 2011. Он был максимально приближен к серийной версии. Впервые его презентовали на выставке Consumer Electronic Show в 2011. Second Sample был выпущен несколько позже и представлял собой доработанную ревизию. Оба прототипа работали на CEX прошивке 1.0. Про оставшиеся 2 модели известно лишь то, что одна из них работала на DEX прошивке, а вторая, вероятно, была финальным кандидатом для розницы. Но ее статус не подтвержден, а фотографии отсутствуют. Что примечательно, все прототипы из этой линейки производились уже в Китае, в то время как все предыдущие в Японии, что как бы намекает на готовность консоли к производству в стране с более дешевой рабочей силой. Прототип NGP с презентации. Тут я позволю себе несколько нарушить хронологическую последовательность, поскольку сейчас речь пойдет о самом раннем прототипе Vita, которая тогда, на момент презентации, даже не имела названия Vita, а носила гордое Next Generation Portable. Речь идет о PS Vita Presentation Model, который корректнее все-таки называть NGP Presentation Prototype, или же по его внутреннему коду CEM 3000E3. Данный прототип был выпущен в июле 2010 года, а впервые показан публике на E3 2011. NGP Presentation Prototype был разработан специально для демонстрации возможностей будущего устройства. На борту имелась прошивка, предположительно 0900 или 0920, а внешний вид был довольно близок к тому, что мы получили на релизе. И самое главное, это действительно было полностью рабочее устройство, способное запускать игры и демонстрировать работу гиммиков, хоть его начинка значительно отличалась от релизной версии консоли. Из внешних особенностей можно выделить лицевую панель, где вместо логотипа Vita была надпись PlayStation, поскольку бренд PS Vita тогда еще не был утвержден. Эта модель выпускалась в 2 цветах — черном и белом. Общее количество выпущенных экземпляров неизвестно. И с учетом того, что серого прототипа не существует как самостоятельного устройства, именно эту Vita с презентации можно назвать самой редкой, когда-либо существовавшей версией консоли. CEM 3000 P01. Надеюсь, вы еще не устали от бесконечного потока прототипов. А заодно не забыли, что у Vita так-то было 4 ревизии, для каждой из которых надо было разработать прототип. На очереди CEM 3000 P01, белоснежный предрелизный прототип PS TV. Модель датируется июнем 2013 года. Работает на DEX прошивке, требует нестандартное питание 1,2 ампера, в то время как финальная версия потребляла 1,6 ампера, а также использует флеш-память от Samsung. Этот прототип использовался для прохождения сертификации MIC, японского аналога FCC, и был частью документации по модели VTE 1000. Внешне он практически не отличался от финальной Vita TV, но из-за отладочной прошивки и некоторых аппаратных нюансов его относят к категории редких инженерных образцов. Поскольку модель CEM 3000 P01, господи, я уже ненавижу эти названия, была нестабильной, позже была выпущена еще 2 прототипа — THV-1000D1 и D2. Но давайте по порядку. D1 выпускалась в июле 2013, потребляла
получала уже привычные 1,6 ампера и на борту имела CEX прошивку. Предназначалась для прохождения FCC-сертификации модели VTE1000. Вторая модель, D2, была выпущена летом 2014-го. Отличалась другим Wi-Fi модулем, оснащалась, вероятнее всего, CEX прошивкой и также предназначалась для сертификации полноценных ревизий PS-TV. Обе версии прототипов использовались Sony для показа на презентациях перед релизом основного устройства. Модели CPV. Поздравляю, дамы и господа, мы наконец-то закончили копаться в прототипах технических и переходим к самому сочному, а именно дизайнерскому карнавалу из прототипов цветных, который устроила Sony после релиза консоли. В данном пункте айсберга я объединил все модели, которые демонстрировали новые цвета Vita. Первыми на очереди идут прототипы с кодом CPV-B1000. Они были выпущены в ноябре 2011 и презентовали синюю, красную, белую и черные расцветки для 1000-ной Vita. Следующими по хронологии идут модели CPV-2000, которые, как нетрудно догадаться, демонстрировали новые расцветки уже для Slim-версии консоли – розовую, желтую, хаки и голубую. Наконец, последним модельным рядом стали консоли CPV-B2000. Существовали в синем, красном и серебристом цветах. Несмотря на то, что наклейка на нижней части этих устройств говорила, что они относятся к семейству CPV-2000, в системном разделе ID Storage указано именно значение B2000. А еще на данных моделях отсутствует задняя наклейка с дополнительной информацией об устройстве. Все указанные CPV-версии не предназначались для продажи, о чем ярко свидетельствует знакомая наклейка. Кроме этого, стоит добавить, что у всей линейки была очень сложная и запутанная система маркировки, которая со временем стала настолько всратой, что даже сами сотрудники Sony начали в ней путаться. И, наконец-то, это был последний прототип, разработанный Sony. CEM3000NZ1. Но вы же не думали, что я вас просто так отпущу. Ладно, все, теперь точно последнее. В данном пункте я хочу рассказать о двух исключительных прототипах, лимитках среди лимиток. Для начала, сам идентификатор CEM3000NZ1 относится к прототипу лимитированной консоли с Hatsune Miku. Внешне и, скорее всего, технически она соответствовала FAT-версии Vita, но имела наклейки с Hatsune Miku. Данный экземпляр стал прототипом для лимитки, официально выпущенной в будущем. Предположительно, было произведено до 500 экземпляров. Вторая консоль в этом списке – прототип лимитки Soul Sacrifice, также внешне и технически соответствующий фатке и имеющий модельный номер CEM3001NP1. Тираж неизвестен. Как нетрудно догадаться, оба этих прототипа вследствие достаточно малого количества информации о них, а также очень ограниченного тиража, обладают огромной ценностью среди искателей. А мы, тем временем, наконец-то переходим к следующему слою. Слой 19. Граница реальности. USB-адаптер для аксессуарного порта. Вот мы и добрались до пункта про реально существующие аксессуары для 1000-ной Vita. Точнее, об аксессуаре. Речь идет об адаптере, предназначенном для подключения USB-устройств к Vita через легендарный порт для аксессуаров. Но обо всем по порядку. На PS Dev Wiki есть фотография такого адаптера, который, скорее всего, является прототипом и показывает теоретический внешний вид устройства. Да и, как нам теперь уже известно, кабели от камер Lumix, несмотря на похожий внешний вид, электрически несовместимы с гнездом аксессуаров Vita. Так что работать этот прототип не мог при всем желании и даже с божьей помощью. Второй прецедент, когда один из пользователей на форуме Валола поделился своими мыслями и разработками подобного адаптера. Для подключения внешних аксессуаров он предлагал использовать раскуроченный разъем мини-USB, поскольку у него тоже количество контактов. Он также упомянул AV и USB кабели для камер Sony Cybershot и предположил, что Sony планировала сделать аналогичные кабели и для Vita. Впрочем, позже он заявил, что не обладает достаточными знаниями и боится повредить свою консоль. Поэтому предложил заняться разработкой другим пользователям. Происходило все это в 2014-м, и из дня сегодняшнего довольно забавно и мило выглядят сообщения форумчан, где они фантазируют, что вот сейчас Sony выпустит официальную прошивку, и этот порт станет работать. Сможем через него выводить видео, использовать официальные аксессуары, и вообще все будет бесплатно и в кайф. Реальность, к сожалению, оказалась гораздо прозаичнее. А вы в
выводе изображения с консоли через порт для аксессуаров не приходится даже мечтать. В том же топике Йифан Лю заявил, что у Vita отсутствует аналоговый видеопреобразователь, что автоматически ставит крест на всех подобных фантазиях. Так дело и заглохло на 6 лет, пока в 2020-м, уже после выхода кастомной прошивки, пользователь под ником DotsTB из команды CBPS не возродил интерес к этой теме, рассказав о своих исследованиях. Он также поделился процессом разработки собственного прототипа адаптера для USB-A. По его словам, порт для аксессуаров выдает всего 3,3 вольта, в то время как для работы большинства USB-устройств требуется 5 вольт. Для решения этой проблемы он предложил использовать кабель с дополнительным питанием, либо повышающий преобразователь. В свою очередь, для программной реализации USB требовалось внести изменения в ядро системы и включить сам аксессуарный порт, поскольку по умолчанию он выключен. В конце концов, среди множества мини-USB кабелей он наконец нашел подходящий, имеющий 5 контактов и не разваливающийся от подувшего не туда воздуха. DotsTB подрезал его основание и буквально залил консоль в районе порта термосоплями, чтобы заколхоженный коннектор хоть как-то механически держался в гнезде и не терял соединение с контактами. Да, суровый пердолинг, все как мы любим, вполне себе осмысленный, но все равно беспощадный. По словам одного из разработчиков, такой кабель буквально начинал разваливаться после 4 использований. Однако это не могло остановить CBPS. По итогам своей работы команда заявила, что физически подключение возможно, но его стабильность оставляет желать лучшего. В результате использования консоль может зависать или выключаться, а сама работа адаптера напрямую зависит от качества пайки, наличия достаточного питания и правильной программной реализации. Так что, возможно, вдруг кого-нибудь из вас это видео вдохновит на создание собственных аксессуаров. Тем более, раз начало уже положено. Ссылку на полную хронику разработки я также опубликую в своем телеграме. Кстати, команда разработчиков заявила, что некоторые хакеры из сообщества Vita, имеющие доступ к редкой и глубинной информации и в шутку названные элитой, саботировали процесс создания адаптера, уничтожая статьи на Хинкаку Вики и удаляя важную информацию из открытых источников. Возможно, именно поэтому и самого этого топика в открытом доступе сейчас тоже нет. Остались лишь его копии в веб-архивах. Спасибо, веб-архив. Ну так и что же мы имеем в сухом остатке? Порт для аксессуаров на Vita можно заставить работать в качестве USB-хоста, но это требует колхозить кабель с внешним питанием и разрабатывать программную поддержку. А само это занятие связано с танцем с бубном и большим количеством рисков повредить консоль. Однако, если у CBPS это получилось, возможно, получится и у... И напоследок информация для владельцев Slim-версии Vita. Команда заявила, что с помощью программистской магии и электронного колдунства микро-USB на слимке тоже можно заставить работать в качестве USB-хоста. Причем сделать это с какой-то стороны даже проще, чем на фатке, поскольку подходящие кабели использовали смартфоны на Android с микро-USB. Однако финальная реализация проекта также осложнена аналогичными ограничениями по питанию и софтверной части. Плата IDU JIG. Плата IDU JIG предназначена для активации скрытого JIG-интерфейса через системный контроллер Ernie. При подключении плата подает особые сигналы на консоль и включает на ней скрытый сервисный режим. После этого Vita начинает принимать секретные команды, разрешает смотреть свои внутренности, чинить систему после окирпичивания и даже загружать прошивку с SD-карты. В наши дни энтузиасты не бросают попыток создать подобные устройства и даже добились определенных успехов в этом. Например, на GitHub есть как минимум один репозиторий с несколькими вариантами плат, которые можно встроить в док-станцию для 1000-й Vita. А некоторые из этих плат, по заявлению автора, даже совместимы с прототипами из линеек CEM и DEM. Пусть и требуют определенных танцев с паяльником, мультиметром и, желательно, психотерапевтом. Сама Sony в незапамятные времена использовала такие JIG-борд в лицензированных сервисных центрах для ремонта и тестирования. И хотя официально такие платы никогда не попадали в руки обычных пользователей, теперь каждый желающий может приобщиться к этой тайной стороне Vita, но только если знает, что делает. Утилити-тест VCMC Invitation. Загадочная утилита с иконкой уточки, всплывающая в дампах с некоторых прототипов девкитов. Визуально оно выглядит как внутреннее тестовое приложение от Sony с десятками резиновых уточек и отладочной панелью. Однако настоящая загадка в его названии, а конкретно в части VCMC. Вероятнее всего, VC расшифровывается как Vita Card, а MC как Memory Card, что отсылает нас к гибридным сборкам игр, где сама игра хранится на картридже, а прогресс игрока на внутренней памяти. Согласно обсуждениям в Dev
среде утилита могла использоваться для тестирования именно таких конфигураций: проверка чтения, записи, обновлений, загрузки патчей и совместного использования памяти между двумя типами носителей. Кроме этого, утилита могла охватывать сетевые функции: матчмейкинг, подключение к сети Sony Computer Entertainment, трофеи и запуск внутриигровых сценариев. А уточки — лишь визуальная часть, предназначенная для тестов рендера, отклика интерфейса, сенсорного ввода и, возможно, проверки количества кадров в секунду. На поздних прошивках приложение не встречается, что говорит о его предназначении для внутренней проверки качества и заводского тестирования. System Utility Test. Еще одна загадочная утилита от Sony, всплывающая на прототипах девкитов и инженерных прошивках. Визуально это неказистая, но предельно функциональная панель с круглыми индикаторами, представляющими кнопки консоли. При нажатии они подсвечиваются, позволяя проверить их корректную работу. Не залипают ли, срабатывают ли в нужный момент и правильно ли обрабатываются сигналы. Кнопки PlayStation, Select, Start, Power, громкость, крестовина — все, вплоть до задействования физических портов. Однако это далеко не все, что может делать эта утилита. Скорее всего, это приложение умело работать в режиме командного соединения с внешним ПК через USB, что характерно для JIG-PC, специального компьютера или отладочного блока Sony, используемого при заводской сборке и тестировании. Если теория верна, то System Utility Test не просто проверяла кнопки, а могла принимать команды от внешнего ПК, переключаться в особые режимы, выгружать логи или даже конфигурировать внутренние параметры консоли. Например, задействовать режимы питания, инициализацию дисплея, аудиоцепей и прочее. Также стоит отметить, что упоминание JIG-PC и USB Serial косвенно связывает эту утилиту с системами на раннем этапе производства, когда обычный интерфейс консоли еще не был задействован, а тесты проводились через низкоуровневую отладку. ARM Core Sight. Core Sight — это система аппаратной отладки, встроенная в большинство процессоров ARM. И поскольку Vita также использует ARM-процессоры, она не является исключением. Система Core Sight помогает отслеживать выполнение кода, события в ядрах, производительность и поведение системы на очень низких уровнях. Vita использует четырехъядерный Cortex A9 MP Core, каждое ядро которого снабжено собственными модулями отладки и трассировки на базе Core Sight. Кроме того, в системе присутствует набор вспомогательных компонентов, которые отслеживают выполнение кода, создают логи, объединяют потоки от всех ядер и тому подобное. Что это дает? Обычному пользователю ничего, да и доступ к Core Sight для него закрыт. А вот для разработчиков это святой грааль. Core Sight позволяет буквально наблюдать, как работает процессор, что особенно полезно при изучении неизвестных модулей ядра. Потому и используется эта система только на этапе производства и тестирования прошивок. И именно для работы этой системы на девкитах есть дополнительный отладочный разъем. Конечно, теоретически на розничных витах возможно использовать Core Sight, поскольку вся его инфраструктура, включая трассировку, отладку и мониторинг, присутствует на прошивках обычных консолей. Однако они надежно отключены и зашифрованы, чтобы нерадивые пользователи не лезли своими очумелыми ручками куда не надо. Linux Loader. На первый взгляд это звучит как шутка, как идея без шансов на реализацию. Консоль, которую Sony всячески защищала от модификаций, внезапно запускает полноценную ARM-версию ядра Linux, но это не шутка. Это реальный проект с открытым исходным кодом, позволяющий запускать Linux на Vita. Этот загрузчик представляет собой ядро-плагин, который внедряется в уже взломанную систему и выполняет аккуратный и хитроумный трюк. Он проникает в процесс перехода консоли в режим сна, чтобы перехватить момент пробуждения и заменить стандартную процедуру возобновления работы на собственную. Для полноценной работы этого проекта требуется собранное Linux-ядро для ARM 7 версии, правильный DTB-файл с описанием железа конкретной консоли и SD-карта Vuex 0 со всеми нужными файлами. Отладка всей процедуры ведется через скрытый последовательный порт внутри консоли, для чего требуется паяльник и, конечно же, титаническая выдержка. И хотя этот проект не превращает Vita в полнофункциональную Linux-машину, поскольку у системы все еще нет доступа к проприетарным драйверам видеоядра, многим функциям железа и файловым системам, однако он в любом случае доказывает возможность установки Linux на консоль и делает огромный шаг в сторону открытого железа. На данный момент Linux-загрузчик остается нишевой игрушкой для исследователей, но сам факт его существования уже победа, потому что он подтверждает, что даже в самой закрытой системе можно найти щель, а из щели просверлить проход. Слой 20. Абсолютный ноль.
Счетчик FPS. Если вам показалось, что речь в этом пункте идет про счетчик кадров, то вам не показалось. Но есть, как говорится, один нюанс. Вам наверняка известно, что существуют плагины, позволяющие включить счетчик кадров в секунду, в том числе плагин из джентльменского набора PSV Shell. Но если бы все было так просто, этот пункт бы не находился на последнем слое айсберга. Вероятнее всего, данный пункт посвящен встроенной в дев и тест-киты функции счетчика кадров, используемые для отладки. Данный счетчик работает на втором графическом слое или на втором экране, если угодно, таким образом подтверждая пункт, что увиты два экрана. По дефолту счетчик FPS не активен ни на розничных, ни на DEX консолях. Однако я предполагаю, что в случае с дев и тест-китами он просто отключен и включается при выполнении каких-то действий. Может при зажатии комбинации клавиш, а может, и что более вероятно, при редактировании какого-либо конфига. Food Debugger. В прошлой части был отдельный пункт, посвященный криптопроцессору FUT, официальное название которого CMEP или CRY. И кажется, что этот пункт довольно легко объяснить. Все же кристально ясно. FUT Debugger — это инструмент для отладки процессора FUT. Но на самом деле FUT Debugger — это не просто программа, это аппаратный отладчик, доступный лишь на девкитах и фабричных образцах с особой ревизией процессора. FUT Debugger встроен в сам кристалл и, по слухам, позволяет делать то, что на обычной консоли невозможно в принципе. Выполнять код пошагово по одной команде, позволяя изучить поведение системы, читать и изменять информацию в любых разделах памяти, а также управлять самим процессором FUT. На ритейловых витах доступ к FUT Debugger необратимо заблокирован аппаратно. Все, что остается — тень, возможность, потенциальная уязвимость, навсегда запечатанная в кремнии. Если FUT Debugger пробудился, либо у вас девкит, либо вы сделали что-то, что не должны были делать. SUS-мод. Он же Suspend Mode, он же самый известный режим работы консоли, с которым сталкивался каждый, а именно спящий. И опять может возникнуть вопрос, почему этот пункт находится так низко. Но дьявол, как обычно, кроется в деталях. На поверхности все просто. Экран гаснет, кнопки молчат, консоль будто бы выключена, но внутри нее продолжается жизнь. Оперативная память остается запитанной, и все состояние системы бережно сохраняется. Это не выключение в прямом смысле, скорее заморозка движения. Однако за этой заморозкой скрыта одна из самых глубоких механик всей системы. Suspend Mode использует сложную процедуру сохранения контекста. Специальный буфер содержит десятки регистров, таблиц памяти и параметров ядра. Этот буфер отправляется в системный контроллер Ernie, а затем, в момент пробуждения, используется как основа для горячего старта, минуя обычную цепочку загрузки. И вот тут начинается самое интересное. Если знать, как правильно подготовить этот буфер, можно вмешаться в процесс пробуждения. Некоторые исследователи указывали на то, что механизм возобновления работы можно потенциально использовать для внедрения собственного кода в обход загрузочной цепочки. В итоге Suspend Mode — это не просто сон консоли, это потенциальное окно возможностей. Sony знала об этом и поэтому в поздних версиях прошивки добавила множество проверок, чтобы закрыть лазейки. Например, Secure Kernel Bootloader стал проверять выравнивание адресов, зону памяти и валидность буфера. Если что-то кажется подозрительным, консоль просто зависает в бесконечном цикле. Заснула и не проснулась. И именно благодаря неисследованному потенциалу SUS-мод находится на самом дне айсберга. Потенциала быть использованным для взлома. Потенциала пробудить систему в совсем другом состоянии. Официальная прошивка версии 4.0.0. Данный пункт айсберга посвящен официальной прошивке версии 4.0.0, которая на самом деле никогда не существовала. Информации о ней вы не найдете в дампах. Ее существование не подтверждено ни на девкитах, ни на розничных версиях. И даже в слитой документации Sony нет никаких ее упоминаний. Более того, как нам известно, последней прошивкой была версия 3.74, выпущенная относительно недавно, в мае 2022. Но откуда тогда взялась загадочная 4.0.0? Среди дампов
скрепов системных разделов с консолей, в особенности с девственно чистых заводских экземпляров, время от времени всплывают образы OS2 Ина, неактивного системного раздела с резервной копией прошивки, о котором мы говорили в самом начале видео. Именно в этом разделе, в ядрах модулей и конфигурации, в строчке с версией прошивки внезапно указывается 0x400.00, что соответствует версии 4.0.0. В то же время в обычных прошивках это значение обычно 0x363.00, версия 3.63, или 0x374.00, версия 3.74. Но 0x400.00 — это аномалия, у которой нет официального аналога. Чем же может быть загадочная прошивка 4.0.0? Может, это не объявленная тестовая сборка, так никогда и не выпущенная в мир? Или заглушка для внутреннего использования, о которой забыли на этапе разработки? А может, это артефакт чего-то большего, о чем мы никогда не узнаем? Спекулировать на эту тему можно бесконечно долго. Но пока единственный способ узнать — вскрывать старые консоли, искать следы этой версии в неиспользуемых разделах системы и надеяться, что в каком-нибудь уголке встроенной памяти окажется еще одно упоминание загадочной прошивки 4.0.0. Так или иначе, ни одного полного дампа этой прошивки так и не появилось, а единственные ее следы — номера версий в теневых разделах. Возможно, 4.0.0 вовсе не прошивка, а символ конца и начала. Как будто Vita, умирая, все-таки сделала последний вдох. И мы до сих пор не знаем, что именно она тогда сказала. Загрузка с SD to Vita. Звучит как мечта, не так ли? Воткнул SD-карточку и загрузился прямо с нее, словно у тебя не проприетарная игровая консоль, а отладочный кирпич на Linux. Но самое удивительное, теоретически это возможно. В глубинах Vita действительно скрыт заводской режим загрузки с SD-карты. Но, как это часто бывает, путь к нему лежит не через привычные хаки, а через аппаратные недра и скрытые тестовые контакты. Достоверно известно, что у Vita есть специальный SD-boot мод. Он активируется через особую последовательность сигналов на внутренних пинах консоли. Эта процедура использует Challenge-Response механику. Чип задает вопрос, и только при корректном ответе, например, от специального джик-устройства, запускается особый режим. В нем Vita может читать ранний загрузчик напрямую со слота для картриджей, как если бы это была обычная SD-карта. Как мы говорили выше, Sony использовала собственную официальную версию SD to Vita, хотя, строго говоря, это был скорее SD-эмулятор, который подключался к внешнему ПК для отладки и записи прошивок. Но в широком смысле это была все та же SD to Vita, только промышленного класса. С ее помощью инженеры прошивали систему и тестировали загрузочные образцы, минуя обычную цепочку безопасности. В этом режиме отключена привычная аутентификация, и ранний загрузчик Second Loader загружается без цифровой подписи, напрямую до ARM-процессора, до оболочки, до всего. Казалось бы, огромная дыра в защите. Но нет. Как известно, каждая Vita шифрует загрузчик индивидуальным ключом, зашитым на уровне железа. Извлечь его нельзя, а значит, даже получив доступ к boot-режиму, ты не сдвинешься с места, если не знаешь, с какой двери начать. И все это так и оставалось бы красивой легендой, если бы в июле 2023 года команда исследователей во главе с Мэтью и Эски Гилеба не провернула невозможное. Они сдампили первый загрузчик Vita. Тот самый boot ROM, запускаемый при включении, что стало возможным благодаря глитчингу в момент старта в SD-boot режиме. Это дало доступ к глубинным джиг-командам и позволило читать защищенную память. Мало того, с помощью этих знаний теперь можно восстановить любую окирпиченную Виту, независимо от состояния ее встроенной памяти. Работа, начатая еще в эпоху Хинкаку, спустя годы обрела финал в тишине лаборатории с помощью паяльника, осциллографа и огромного терпения. В сухом остатке, да, Vita может грузиться с SD-карты, вставленной в слот для картриджа. Но чтобы это произошло, нужно быть не просто хакером. Нужно быть инженером с фабрики, обладать знаниями, схемами, ключами и уметь подружиться с дельфином на первом загрузчике. Прошивка Dolphin. Это, пожалуй, одна из самых мифических и в то же время романтичных историй, связанных с Витой. Поэтому приготовьтесь к небольшой лирической части. А если чай закончился, обязательно согрейте еще. И слушайте. Началось все в далеком 2011 году, когда тысячная PS Vita только-только вышла в релиз и начала продаваться в магазинах. Спустя буквально 4 дня после старта продаж, 21 декабря, в сети начали появляться люди, утверждающие, что их консоли не работают,
работают. Все, что они получали при запуске новенькой портативной игрушки — рендер с 4 дельфинами, плавающими в прозрачной синеве. В качестве доказательства было приложено видео с записью экрана и реакцией консоли на нажатие кнопок. И действительно, на экране можно было отчетливо разглядеть млекопитающих, кружащих вокруг устрицы. При нажатии на триггеры можно было приближать и отдалять камеру, а с помощью кнопок действия взаимодействовать с качеством рендера. Пользователь, загрузивший видео, сообщил, что консоль зависла в этом режиме навсегда, когда он попытался ее включить. И ни выключение, ни перезагрузка не помогали. Назначение и происхождение загадочного рендера — все это было окутано тайной. И официальных комментариев от самой компании так и не появилось до сих пор. В результате пользователи начали собственное расследование, которое продолжалось без малого 12 лет и закончилось только в 2023. Так и началась история того, что сейчас нам известно как прошивка Dolphin. И хотя тема не приобрела широкой огласки, по всему интернету начали всплывать статьи, обсуждения и слухи от членов комьюнити Виты. Кто-то говорил, что дельфиний рендер был лишь графическим тестом, кто-то, что это специализированный режим отладки. Годы шли, энтузиасты продолжали строить свои догадки, но никакой информации о прошивке не появлялось. Было множество попыток найти загадочных дельфинов в обычных и даже девкитных прошивках, но все это было безуспешно. Единственное, что было известно однозначно, прошивка Dolphin — это особая заводская прошивка, не предназначенная для пользователя. Консоли с ней либо попадали в продажу по ошибке, либо выходили из строя до предпрошивки, перед, собственно, самой продажей. Со временем люди начали забывать о дельфинах, и история словно бы начала затухать. Но спустя 8 лет вышел Хинкаку, полноценный взлом консоли, который внезапно возродил интерес к этой теме, поскольку открыл пользователям море новых возможностей, и энтузиасты снова начали активные поиски хоть каких-то следов дельфинов в файлах системы. И снова безуспешно. К началу 20-х у пользователей на руках была уже куча информации о системе, несколько дев и тест-китов и доселе невиданные возможности. Но единственное, что удалось точно выяснить про Dolphin, что это системная программа для тестирования консоли, установленная еще на заводе. Так продолжалось до тех пор, пока SK Gileba и Matthew не нашли способ загрузки системы с SD-карты через дев-интерфейс, о чем я говорил выше. Именно этот шаг позволил обойти цифровые подписи и начать извлекать данные с зараженных дельфинами консолей. В этот же день Мэйсюэлл принялся за попытки сдампить прошивку Dolphin, после чего передал материалы Ли, автору Айсберга, для ее разбора на стриме. Изначально предполагалось, что программа с дельфинами должна находиться в разделе VS0, в котором хранится основная системная оболочка SCSHL, а также все критически важные для работы консоли модули. Однако раздел VS0 полностью пустовал. После этого было принято решение проверить, как загружается система, а именно файл, в котором прописана очередность загрузки модулей, и уже там нашлось кое-что интересное. В конфиг-файле все-таки была прописана загрузка основной оболочки, но, как вы помните, она отсутствовала. Тогда хакер начал искать подозрительные файлы по всей системе и наткнулся на модуль Compat Diag SKPRX, которого прежде не замечал. Наконец, открыв его, он выяснил, что данный модуль инициализирует запуск эмулятора PSP на Vita и загружает какой-то исполняемый файл в основную память. Затем он просто извлек этот файл из модуля, расшифровал его с помощью PSP Decrypt и попытался запустить его через эмулятор PPSSPP. Вы не поверите, что произошло. Dolphin оказался не просто программой для отладки видео, а тестом встроенного в Виту эмулятора PSP и проверки его графических возможностей. А функции изменения освещения и качества рендера, вероятно, использовались для калибровки дисплея и производительности. Более того, позднее выяснилось, что модуль Compat Diag уже попадался на глаза хакерам еще в 2022 в дампах необработанных прошивок с завода. Просто тогда никто не обратил на него внимания. Таким образом, дельфины все это время были прямо у нас под носом. Но только спустя 12 лет, благодаря комбинации настойчивости, технической изобретательности и некоторого количества удачи, сообщество наконец смогло вытащить их на свет. Факт-тест.
Официально такого модуля не существует. В публичных SDK он отсутствует. Вы никогда не увидите его на экране Виты и не услышите упоминаний о нем в официальной документации. Тем не менее, если верить обрывкам логов и словам тех, кто работал с прототипами, факт-тест действительно был. И, возможно, он был последним, кто видел Виту до ее упаковки и попадания в розницу. Факт-тест, он же Factory-тест. Это загадочное приложение, которое запускалось на этапе финального контроля качества. Его задача — проверить, протестировать и подтвердить, что консоль функционирует правильно, не испорчена, не перегрета, не повреждена, что ее чипы и сенсоры на месте, а ключи и внутренняя память читаются без ошибок. Даже если консоль уже прошла сборку, пайку, термопресс, проверку Bluetooth антенн, а финальный байт ключей уже прописан, но факт-тест еще не запускался, она считается мертвой. Только после его успешного завершения, когда он вернет нужный код, устройство отправится дальше, на упаковку, прошивку маркетингового логотипа и, в конце концов, в руки потребителя. Кроме прочего, существует гипотеза, что факт-тест — это обязательный шаг перед переходом к полноценной прошивке. Без него многие системные флаги остаются неинициализированными. Также некоторые участники сцены Виты предполагают, что факт-тест является аналогом прошивки Dolphin. Однако, если та предназначалась для проверки функционала эмулятора PSP, то факт-тест был нужен для полной диагностики Виты. Информации о факт-тест в интернете крайне мало. И, по сути, все, что мы имеем, это немногочисленные упоминания на просторах Discord-серверов и специфических форумов. Это программа, которую никто никогда не должен был видеть, потому что если вы ее увидели, вы либо сломали консоль, либо получили то, что вам не предназначалось. Overlord. Один из самых туманных и загадочных пунктов айсберга, объяснить который мне не смог даже сам автор. По его словам, его добавление инициировал уважаемый исследователь низкоуровневой архитектуры Виты и не последний человечек в комьюнити SK Gileba. Когда Ли, автор айсберга, спросил у него, что значит Overlord, тот ответил: внутренний мост шины, подключенный к линии приема SPI 0. И это буквально все, что у нас есть. Поэтому я решил не искать сложных путей и написал самому SK Gileba, спросив его, что именно он имел в виду. И вот что выяснилось. Overlord — это неофициальное название скрытого или незадокументированного интерфейса отладки, с помощью которого можно было взаимодействовать с устройством на уровне, близком к аппаратному. Однако все, что с ним связано, было тщательно вычищено. По словам SK Gileba, первая же заводская прошивка системы удаляет регионы памяти, в которых предположительно и находится код, использующий этот мост. Sony, по всей видимости, применяла этот механизм в закрытом производственном цикле, например, для работы с предохранителями на чипе. Возможно, для установки уникальных идентификаторов, сертификации или блокировки функций в зависимости от ревизии устройства. Однако у нас до сих пор нет ни одного известного случая успешного использования Overlord. Это своего рода цифровой призрак. И, возможно, именно поэтому он и получил такое величественное, почти ироничное имя. Каждая PS Vita персонализирована. Разумеется, этот айсберг не мог закончиться иначе, кроме как традиционной для этого видеоформата теорией о том, что каждый, вставьте предмет обсуждения, персонализирован. И хотя на первый взгляд это может показаться глупой байкой, добавленной сюда прикола ради, чтобы еще сильнее растянуть хронометраж, на самом деле за этим ироничным высказыванием кое-что стоит. Каждая Vita действительно уникальна. У всех консолей свой серийный номер и консоль ID, уникальные аппаратные ключи, встроенные в постоянную память, и так далее. Некоторые из этих данных влияют на генерацию кодов, шифрующих внутреннюю память, другие — на идентификацию в системе и прошивку. Более того, как нам теперь уже известно, часть уникальных для каждой консоли данных напрямую влияет на поведение системы. Например, прошивку на некоторых консолях невозможно понизить ниже определенной версии из-за записанных в память ограничений. Другие параметры участвуют в процедурах идентификации с системным контроллером или проверки подписи при загрузке. К тому же не стоит забывать и про раздел ID Storage, в котором хранится вся информация о системе: описание железа, цифровые подписи, идентификаторы производства, результаты отладки и даже цвет консоли. И сделано это в первую очередь в целях защиты от несанкционированного вмешательства. Хочешь откатить прошивку? ID Storage говорит, что нельзя. Пытаешься заменить железо? Извините, ключ не совпадает. Все потому, что прошивка при любых изменениях ожидает увидеть индивидуальные параметры, но
Но когда они исчезают, система начинает паниковать. Разумеется, все это не лежит на поверхности и скрыто от глаз обычного пользователя. Но если копнуть глубже, складывается ощущение, будто каждая Vita действительно знает, что она не такая, как все. И хотя речь идет именно об аппаратной идентичности, а не о странной мимикрии под личность владельца, кто знает, где заканчивается прошивка и начинается душа. Наконец-то этот кошмар закончился. Я бы с радостью посмотрел на тех людей, которые досмотрели это видео до конца, не уснули и поняли все, что я хотел сказать. Несмотря на то, что я старался объяснять термины на доступном языке, я впервые почувствовал нехватку знаний, той самой базы, без которой работать над этим айсбергом было местами очень сложно. Становиться программистом и хакером ради одного ролика на ютубе — это действительно путь самурая. Но, пожалуй, не сегодня. Я в любом случае рассчитываю на ваше понимание и снисхождение, и заранее прошу простить за ошибки, которые я мог допустить. Информации по некоторым пунктам в интернете крайне мало, и поскольку я в сообществе Vita нахожусь сравнительно недавно и еще молод и глуп, и не видал больших, в общем, все правки будут в закрепленном комментарии. К критике и вашей помощи я всегда открыт, вы это знаете. Что я могу сказать по итогам? У Vita удивительная и местами абсурдная история. Тут и 10 видов девкитов, и рыжие прототипы, и дельфины из PSP-эмулятора, и кастрированные аксессуары, и куча загадок, ненамеренно оставленных Sony. Но самое главное, это, конечно же, невероятное сообщество, которое все эти годы копало, исследовало, документировало и до сих пор продолжает поддерживать жизнь в консоли, брошенной своими родителями еще в младенчестве. Несмотря на все сложности, работать над этим проектом мне понравилось. Хоть мне и ближе формат полностью самостоятельного написания сценария, а не компиляции уже имеющейся информации и ее разжевывания. Так или иначе, я обязательно вернусь к этой теме. Не исключено даже, что очень скоро. И, скорее всего, это даже не последнее видео в формате айсберга по Вите. Что это значит? Через пару-тройку лет на Хинкаку и PS-Dev-Wiki появится еще пара десятков занимательных статей, а сообщество откопает еще кучу технических подробностей о консоли. И вот тогда можно будет сделать дополнение к моим видео с новыми интересными деталями. Что же касается айсбергов по другим игровым системам, да, вы можете на это рассчитывать, однако пока моя скромная коллекция состоит лишь из Vita и PSP, поэтому ничего больше я предложить не смогу. Да и у меня было несколько другое видение судьбы этого канала, а быть блогером только о консолях в мои планы как-то не входило. В конце концов, я тут кое-кому торчу историю серии NFS, которую посмотрели 3 человека, и которая, вероятнее всего, обречена оставаться непопулярной, по крайней мере, до начала второй эры. И тем не менее, это мой личный гештальт, и его надо закрыть. И надо бы с этим поторапливаться, а то немного не успеваем по графику. К тому же и идей для других длинных видео за время работы над этим роликом у меня появилось немало. К слову, все новости, анонсы, инсайты и в целом все свое творчество, а YouTube, если что, это лишь, простите, верхушка айсберга, я публикую в телеге. Поэтому, если хотите раньше остальных узнавать, о чем будет следующее видео, или даже предлагать свои идеи для них, милости прошу. Это бесплатно и безопасно. Вот такие дела, работяги. Благодарю еще раз всех за просмотр, за ваши комментарии и исправления. А также огромное спасибо отправляю людям, чьи ники вы сейчас видите на экране. Именно эти ребята помогли мне не помереть, пока я делал этот ролик, и в целом внесли наибольший вклад в его производство. Большущее вам спасибо и за помощь, и за проявленное терпение, и в целом за то, что вы такие зайки-котятки. Ну и всех подписчиков из телеги благодарю за поддержку, вдохновение и понимание, конечно же. Ну вот, собственно, и все. Я немножко устал, но сейчас передохну, раздуплюсь и вернусь к работе. Заходите в телегу, любите маму, плотно кушайте и высыпайтесь.